Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Первый прямой эфир вообще у меня на канале, да, в 26-м году. И первый прямой эфир 26-го года с Алексеем Николаевичем. Алексей Николаевич, здравствуйте, с Новым годом. Новым годом. С Новым годом, как говорится, с новым счастьем. Следим за всеми событиями. Есть Новым что... годом с не нашим счастьем. Да. Ну как, не нашим, но счастьем. В общем, Совбез прошел, в общем, все выступили. Мадуро, плененный, тоже выступил на суде. В общем, ждут его, так сказать, на повторном заседании. Говорит, я военнопленный. В общем, как бы я президент, имею право. Обсудим, конечно, это центральное такое вот событие для мира, потому что международное право скомкали, воспользовались по назначению или не по назначению и, в общем, выбросили. Ну и Трамп, который выходит, говорит, это наше полушарие. Друзья, в общем, геополитики будет много, но также и, конечно, коснемся того, что происходит внутри. Все как всегда, прямой эфир. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами и, конечно, подписывайтесь. QR-код, который возле Алексея Николаевича, это его школа мышления и коммуникации. Присоединяйтесь, смотрите новые семинары, курсы. QR-код, который возле меня, это возможность вопрос задать и помочь каналу, задонатить. С этих вопросов будем начинать нашу сессию ответов на вопросы. Точно так же с клуба зрителей, закрытого клуба в Телеграм-сообществе и открытого абсолютно, скажем так, анонса там в комментариях. В общем, очень много вопросов. Будем отвечать вот уже в самом финале, то есть поэтому досмотрите программу до конца. Начнем с опроса вот такого. Поимка, отправка в США и суд над Мадуро. Это и варианты. Шоу и договорняк с самим же Мадуро. Это все про нефть, предательство в Каракасе, ну, то есть предали цинично, сплавили Мадуро. Это супер СВО Трампа, и, как сегодня написал Reuters, это обмен Венесуэлы на Украину, то есть очень такая геополитическая закрученная история. Ну, или это дно. Похороны международного права. Ну вот все, просто днище. Скатились, докатились. Такие 4 варианта, они взаимонеисключающие. Но все-таки выберите из предложенных. Алексей Николаевич, ну что бы вы выбрали? Я бы выбрал объединить все-таки. 5-й вариант. Все вместе. Смотрите, это что касается самого болезненного, то, что всех волнует, это, конечно, обмен Венесуэлы на Украину, но только не в том смысле, в котором все думают. Это не договорились, как покойный Жириновский вещал, и обменяли, отдали Путину Украину, как это на Америке Венесуэлу. А это, когда Путин решил показать американцам, что я вас не пущу к своим границам, американцы решили показать Путину, мы вас не пустим к своим. И это и американцам, и россиянам, и китайцам это не последний показ. Я думаю, что в этом году, а скорее всего в кратчайшие, ближайшие сроки, несколько месяцев, 2-3, может быть, будут еще шокирующие всякие сюрпризы. Ну, типа Кубы, типа Гренландии, типа Колумбии, что-нибудь такое вот, плюс-минус, типа Мексики. Потому что, ну, как вам сказать, вот они выпустили, американцы, администрация Трампа, новую доктрину национальной безопасности. И они ее начали реализовывать сразу. То есть, по принципу, кто не спрятался, я не виноват. И они ее реализуют. Их задача зачистить правое полушарие от российско-китайского влияния. Ну, правое, левое, правое, говорю, западное. Стать там полноценными хозяевами, реализовать доктрину Монро. И это откат Америки от своей политики, начиная с Вильсона, с Первой мировой войны. Когда они сидели в доктрине Монро, а потом решили прогуляться в Европу. И заложили основы Второй мировой войны, страшно унизив Германию. Первый раз за всю историю войн, унизив беспредельно Германию в ходе Версальского мира. То есть их первое вмешательство было неудачным, и мы столетия разгребали это вмешательство. Теперь они решили откатить. Тогда встает вопрос, хорошо, а Китай, Россия, там Индия имеют право на свои зоны влияния. Россия считает, что так, и считает, что все это бывший СССР, это ее зоны влияния. А часто как бы, вообще страны, граничащие с теми странами, с которыми граничит Россия. То есть это бывший СЭФ, там, или Варшавский договор, ЮГ и так далее. И прочее, прочее. Но одно дело считать, другое дело реализовать. Договорника не получилось. Сразу говорю почему. Ни с Мадуро, ни с Россией и Китаем. Если бы это был договорняк с Мадуро, он бы переехал в Штаты без захвата.
Ну, тут, смотрите, нас же, как это, нам это указывают, ну, давайте откровенно, ну, все-таки, да, ну, вот, пришли, прям это сегодня написали, что там жене ребра сломали, вроде как, а на самом деле прям спящего. Вот это история, понимаете, это прям, это я вспоминаю вот это вот привод Киева, пса-патрона, понимаете, когда раз его спящего настигли, вертолеты эти летят свободно над Каракасом, приземляются, спецназ, а он проснулся, побежал в бункер, и вот только, получается, схватился за дверцу, открыть бункер такой стальной, чтобы в него спуститься. Но Трамп говорит, а у нас были такие резаки, которые бы Короче, судя по всему, ну, подождите, за несколько часов до были китайцы у него. С китайцами все четко обсудили, сказали, Мадуро, ну, в общем, не брыкайся. Мадуро и не брыкался. И сейчас он там заявляет, я военнопленный, сейчас быстренько его Трамп милует, Китай уже говорит, мы готовы обеспечить безопасность, приезжай к нам. И вот такая вот громкая в духе постмодерная эвакуация. Если так, то так, а если казнят? Ну, давайте так. В 27 году только, ну, это сегодня тоже стало известно, только начнут судить, ну, плюс-минус по делу. Доказательства, адвокаты там тоже вроде как, ну, американские, ну, в общем, готовы поупражняться в этом деле. Уже есть первая позиция о том, что не подсуден Мадуро, потому что президент легитимное действующее государство. Поэтому там может все очень серьезно затянуться, и Трамп в очередной своей схватке, ну, скажем так, торгов с Китаем, может и провернуть вот этот номер, отдать им Мадуро. Так с Каддафи тянулось 11 лет, а закончилось известно как. С Хусейном тянулось больше 20, и известно как закончилось. Поэтому сроки здесь не показать. Что может быть показателем? Если Китай атакует Тайвань, а Штаты это проглотят. Но Венесуэла абсолютно неравнозначна Тайваню, хотя, как посмотреть, крупнейшая страна с запасами нефти и золота и всякое такое 5-10. Короче говоря, эта версия тоже имеет право на жизнь. Посмотрим. Важно другое. Важно, что Россию и Китай выпихнут из Венесуэлы. И третье – это то, что Трамп получает мощнейший рычаг для воздействия на нефтяной рынок всей Земли, всей планеты, в том числе и на ОПЕК тоже, потому что с ОПЕК, ну, у американцев вечная проблема. И он не быстро будет установлен, это годик-полтора понадобится, пока переберут промышленность, заставят ее там работать правильно, нефтяную. Но то, что они получили, это сильнейший рычаг, а вот это никакими договоренностями не объяснить, на мой взгляд, потому что не существует обмена, который мог бы позволить, ну, что должны Россия и Китай получить за то, что Штаты большой красный рычаг встроили им там в одно место, да, и в любой момент могут его нажать. Ну, получается, что так или иначе, если это не договорняк, а игра, то в этой игре сегодня был какой-то сумасшедший, который 37 тысяч долларов поставил на то, что в этом году, 26-м, в Тайвань таки будет вторжение китайское. Получается, Си Цзиньпину Тайвань, Путину Украину. Ну, а как это технически реализовать? Просто если настолько наплевать на вот это международное право, где все сегодня Дело же не говорили... наплевать. Вот был оружейный контракт с Тайванем на 11 миллиардов долларов. Америка закупили. Это перед вторжением или как? Перед договорником? Прикрытие договорника, сделка на 11 миллиардов. Ну, как-то оно, да еще оружие. Это считайте там, да, еще 1000 трупов военнослужащих китайской армии, которые атакуют. Неизвестна судьба военной операции там и прочее, прочее. Ну, это как-то, ну, за гранью договорника, честно. Не прикрывают договорняк сделкой на оружейный на 11 миллиардов. Вот. Путину Украина, ну, так он ее физически взять не может. Ему как бы отдали Украину уже, считайте, давно. Байден отдал ему Украину на здоровье. Напоминаю, что когда Путин вторгался в Украину, у нас из всей американской помощи было 4,5 Джавелина и 3 плохо стреляющих Стингера. Вот и все. Украина отбивалась до сентября, до конца июня 2022 года исключительно оружием из своих запасов. Западного оружия было, кот наплакал там, но это вообще исчезающая малая величина, капля в море. Но не считается. Более того, всех этих Лау, Джавелинов и так далее, тупо. Лау срабатывали во время операции по обороне Киева 4-6 из 10. Еле-еле.
Просроченные аккумуляторы были, нам поставили НЛАУ в основном давностью больше 9 лет, а после 9 там накрывается аккумулятор. И наши умельцы прямо выдергивали хозяев из СТО и там что-то монтировали с автомобильными малыми аккумуляторами для того, чтобы эти НЛАУ стреляли. Ну, то есть это было, мягко говоря, уже отдано буквально. Если посмотреть на публикацию о том, что бывший посол США и директор ЦРУ в России встречался с там, российскими спецслужбистами, они договаривались о правилах игры, ну так это уже и было, отдали Украину. Путин не смог ее взять, она сильно большая и превышает. Взятие Украины превышает российские возможности. Это только какой-то институт национальной памяти там, и прочие Портниковы может утверждать, что Путин хочет захватить всю Украину. Потому что он, может быть, конечно, и хочет, но это технически нерешаемая задача. Даже если вот нас сейчас лишат всей помощи, и мы останемся без патронов, захватить всю Украину не удастся. У него не хватит вооруженных сил удержать из там, административного ресурса, удержать хотя бы половину Украины, не то что всю ее. Потому что, ну вот смотрите, они вывалили по докладам за прошлый год, Кириенко докладывал, они вывалили 120 миллиардов на оккупированной территории. Это 20% территории Украины. А они ушли в никуда, в песок на Донбассе. Вообще не заметили их. Ну, там 5 новых зданий в Мариуполе или 500 новых зданий в Мариуполе. Это все. Поэтому это колоссальная дыра. Честно говоря, если бы я очень хотел ослабить Россию, я бы им отдал половину Украины на месте Трампа на этом этапе. И это была бы черная ловушка, которая Россия повесила бы камень на шею и утопила бы почти с очень высокой степенью надежности в маленькой луже. Но так никто играть не умеет и не собирается. Поверьте, ну, не существует таких договорников. Никто не может выйти и сказать, давай договоримся, там, Тайвань, Венесуэла, Украина. Потому что если об этом хоть кто-то узнает, а президенты же не самостоятельно, их слушает их охрана. Понимаете, да? Их слушают все, кому не лень. У них болтают жены, секретари и так далее, и так далее. Этот секрет не удастся удержать в тайне. А теперь представьте, выходит доказательная база о том, что они так договорились. Катастрофа. Ничего, Поэтому, будем изучать, как Мюнхенский сговор в учебниках истории. Катастрофа страшного масштаба. Тут я, конечно, должен Поэтому... одну ремарку, как бы сказать, по поводу миллиардов и на вот эти оккупированные новые, как они называют, территории россияне. Ну, подождите, там большой проект питания ЗАЭС, кольцевая вот это вокруг Крыма, какое-то южное кольцо, железная дорога плюс автострады. Там так как это бы замечательно. есть куда вкладывать. Конечно, есть куда вкладывать, но они же тоже не эти 120 миллиардов, они же не с неба берутся, правильно? Они тут эту термоядерную войну обещают из-за 200 миллиардов, которые ЕС задерживает, а тут 120 вывалили. Это большие деньги даже для России. Не такая простая история. И это было на момент, когда у них под контролем было 15% территории, даже не 20%. Теперь представьте, они возьмут 50%. 360 миллиардов в год. Если это даже с такими темпами. Да, они крякнут просто-напросто. А если хоть минимальное сопротивление на уровне итальянских забастовок, саботажа, а не потому что там правительство в экзиле организовало, там, или проклятое ЦРУ, никого не подрывают в машинах и так далее. Просто народ игнорит все это как бы по максимуму, да, и так далее. Уезжает, например, депопулируется население там, и так далее. Вы сейчас как об Украине говорите. Ну да, это просто можно рехнуться. Поэтому как бы, ну, они прекрасно знают, что не надо им на данном этапе, что им, дай бог, эти 4 области вытянуть, если они их еще возьмут. Поэтому они же тоже разумные люди, они все считают. Поэтому даже чисто из этих соображений размен. Я не верю, возможно. Я допускаю. Я мы обсуждаем. не понимаю, и где-то там 2% есть на какой-то размен там, или пол. Но я просто видел, как делается политика в течение 3 лет. Вот непосредственно. Никаких договорников там нет. Там все гораздо примитивнее, чем разборы в общежитии по поводу графика хождения в душ. Все гораздо примитивнее. Договорники – это столько многоходовка, даже двухходовки не получаются в политике. Чтобы провести двухходовку, нужно иметь исключительно отлаженный, консолидированный бюрократический аппарат, огромные ресурсы, там, да, спаянная единая идеология, это да, идеология исполнителей, это тогда получаются двухходовки. Трехходовки вообще никогда не получается. А размен – это очень большая многоходовка. В много ходов очка верят только зетники российские, да, но мы же не зетники российские. Смотрите, мы сейчас перейдем к расчетам по Украине, и там внутренней политике, это очень интересно сейчас, но давайте все-таки как бы подытожим с Мадуро. Вообще, конечно, ну такой беспредел. Ну вот, представьте, да, взял... Ну как беспредел, шумоклитую сделали, все очень просто.
этот костюм фирмы Nike, который сейчас подорожал. Футболисты Мальорки вышли испанской все в этих костюмах. Ну, они пока продемонстрировали, что они богатые, да, в этом ключе. Мне вот интересен, понятно, Россия, Китай, США, полушария. Но тут интересным образом выглядит Европа. Никак не выглядит, Алексей Николаевич. Никак. Что бы вы сказали по поводу диспозиции? И, ну, это правда был холодный душ? Не знаю, верите или нет. Там же есть вот эти 5 глаз, ну, которые там разведка, все дела. И якобы британцы вообще ни сном, ни духом не знали о том, что вот это вот все произойдет. Вы представляете, до какой степени коалиция желающих, ну, для Украины выглядит униженными? Европе не до этого. Европе надо ответить на вопрос, что будет, если завтра такая операция будет проведена в отношении Гренландии. Она будет проведена с вероятностью 99, потому что, по идее, Европа должна начать боевые действия против вооруженных сил США, захватывающих кусок европейской территории. Ну, и территории, принадлежащей к европейской державе. И как заявил сегодня премьер Дании, она сказала, что да, к угрозам Трампа надо относиться абсолютно реально. Она бы никогда не бросила такие слова, не будь у нее реальной информации. Но это будет означать конец НАТО. А теперь внимание, что будет делать дружно вся Европа, когда наступит конец НАТО? Когда одно государство НАТО заберет кусок территории другого государства НАТО. Причем совокупная боевая мощь этого государства НАТО сильно превышает совокупную боевую мощь всей оставшейся Европы. Несравнимо. То есть войну не устроишь хоть с какими-нибудь там шансами на отбиться. Ну и все. Как бы, да, у Европы есть на чем думать. А осуждать или не осуждать, это ж... Вы представляете, что сейчас сильно надувшиеся американские чиновники от гордости, законные или незаконные, сейчас ответят этой Европе. Любое движение со стороны Европы, это очень сильно нарваться можно на дипломатический, на окрик, который уже потом так просто не замнешь. Поэтому сидят тихо и не отсвечивают. Вообще все очень сильно задумались. Это лишнее свидетельство, что нет договорника. Для меня. Я не настаиваю, потому что по реакции видно, что все чешут затылки. А вдруг и с нами завтра так? Или там в зоне наших прокси так завтра? Если был бы договорняк, никто бы не чесал. Эти чешут, все чешут. Поэтому как бы просто Штаты подготовились и начали реализовывать. Сформировались. С военной точки зрения, как оцените произошедшее в Венесуэле? Для этого надо знать подробности. Я вас уверяю, нам излагают легенду, в которой правда может 5%. Ну, что можно сказать точно? Ясно, что была группа, которая его отслеживала. Если назначили вице-президента главой оппозиции, вернее, главой, исполняющей обязанности Венесуэлы, эту даму, ранее заведовавшую нефтяным сектором, и сейчас она объявила чрезвычайное положение, то ясно, что оппозиция была, и договорняк был с американцами на уровне вице-президента. Но как бы как ты, кого ты там призовешь к какой войне и к обороне себя, кроме кубинской охраны, если твой вице-президент уже обо всем договорился с теми, кто тебя отлавливает, для того, что он после тебя будет править, как бы, да. Поэтому там какие-то грозные упреки издает министр обороны, но это все... Американцы, помните, когда они атаковали Ирак в 2023 году, в 2003 году, скольких генералов иракской армии они перекупили? Штук 25. Они всегда так делают. Они не пойдут, как Путин, не пойдут на авось. Они пойдут на наверняка. И вот это подчеркивание, вот сразу видно западное, американское, натовское мышление. Вот такое, в целом, скажу. 3 характеристики ему дам. Они говорят, ни один военнослужащий не погиб. Мы по-прежнему... И главный вывод, чем заканчивает свое выступление начальник комитета Объединенных Штабов, это высший военачальник Соединенных Штатов, кроме военной, имеется в виду в погонах. Он говорит, что мы доказали, что наше техническое и организационное превосходство неоспоримы. Он называет базовые условия и базовый предмет гордости, потому что западные армии работают только над тем и только на условиях, когда их техническое, организационное и ресурсное превосходство неоспоримы. Если этого нет, они не пойдут на операцию, скорее всего. Ну, только в отчаянных случаях. И это вся квинтэссенция Запада и так далее. Я же написал, когда все радовались, что вот, посмотрите, Трамп показал Путину, как надо проводить СВО, что Трамп и Путин – это абсолютно разные модели СВО. Раз. А во-вторых, Путину было гораздо сложнее решаться на его СВО. Объясняю почему. Потому что превосходство США над Венесуэлой чисто по вооружениям и средствам оперативного воздействия в 2 поколения.
Америка это 5+, армия Венесуэлы, 3 минус, наверное. И все ее спецслужбы. А у России не было никакого превосходства над Украиной, кроме количественного. Качественного не было никакого. Это армия 2 одинаковых поколений. Поэтому все так больно, тяжело и кроваво. И именно поэтому Путину было намного сложнее решиться, чем Трампу. Это было дело его всей жизни. И здесь можно посмотреть, как хочется посмотреть. Можно попытаться поглумиться над Путиным. Но тогда вопрос, что вы каждый второй пост пишете, что вот Путин победит и всем будет плохо. Раз. А во-вторых, можно посмотреть, что он пошел на СВО своей жизни, в кавычках СВО, не имея никакого шанса на успех. И даже дело не в этом. Он проиграл первую часть СВО, а потом собрал яйца в кулак, да, и начал передавливать, вот передавливать 4 года. То есть то, что он сделал в волевом, стратегическом и моральном отношении, в 300 раз тяжелее, чем то, что сделал Трамп в Венесуэле. Поэтому это абсолютно несравнимые вещи. И, знаете, высаживать десантников на аэродроме в Каракасе, зная, что ты абсолютно с полным превосходством, и трекер, у каждого охранника трекер, который там раньше поставила агентура, как бы из той же охраны, это одно. Захватывать Мадуро. А другое дело, знать, что ты как бы бросаешь российскую армию на Гостомель, совершенно не зная, чем это закончится. Несмотря на наличие агентуры и несмотря на то, что и кто-то там уверял, например, Медведчук, что все встретят цветами. Это намного была более сложная история. Поэтому это несопоставимые вещи. При всей похожести они похожи в нарушении международного права. Они похожи, но на право всем наплевать. У нас вот эти аргументы от права меня заставляют хихикать и сползать с кресла по одной простой причине. Потому что политика старше права. Политика определяет, какое будет право. Политики, в конце концов, принимают решение, какой правовой системой действует внутри государства или международной политики. Поэтому политика выше права, политика определяет право. И ссылаться на политическое действие, захват президента чужой страны, это политическое действие, объясняя его правовыми процедурами, то надо совсем не иметь мозгов. Это даже не телегу впереди лошади ставить. Это намного-намного хуже. Это как бы непонимание базовых принципов устройства этого мира. Поэтому по направленности это 2 одинаковые СВО в кавычках. По содержанию и по барьеру, который приходилось брать волевому, моральному, техническому, это абсолютно несопоставимые вещи. Русская модель или российская модель предполагает, что вторая страна огромная, мы сейчас будем воевать с врагом, даже если он нас превосходит. Запад никогда не будет воевать с врагом, который его превосходит. Никогда. Именно поэтому очень неплохой политик Чемберлен, понимая, что Европа не готова к войне, привез когда-то мир, который потом похабным миром назвали. А дальше уже пошло Черчилль, битва за Британию, 5-10, они уже были хоть как-то подготовлены к этому моменту, хоть чуть-чуть. Поэтому Сталин говорил, что мы не готовы к войне, надо тянуть до 42 года, и там нападем, и прочее, как вариант. Но Запад будет воевать только в исключительных обстоятельствах, если некуда деваться. А так, конечно, как вам сказать, операция по захвату Мадуро, это все равно, что, я не знаю, сейчас бы Корт захватил бы директора детского сада. Вот примерно такая. А для Путина операция против Украины это все равно, что, я не знаю, Корт со спецназом ГУРа. На спецназ ГУР должен был идти, например. Вот примерно то же самое. И они пошли. Поэтому не надо пыхтеть и надуваться, друзья мои. Надо уважать своих врагов. В исключительных случаях их надо любить, но это для сильных душ. Для слабых хотя бы не сочиняйте. Начните с того, что не будете сочинять про них смешные сказки. Понимаете, много сейчас, конечно, таких эмоций. Одни говорят, вот, Путина вытащат вот так же, как Мадуро. Другие говорят, Зеленский, посмотри-ка. Я хочу даже не в эти играть игры. Мне интересен другой момент. Завтра святвечер. По неофициальному уже теперь в Украине календарю. Для многих ночь перед Рождеством. И в Европе, как сообщили, Кушнер и Уитков будут присутствовать на встрече глав государств коалиции желающих. Этой встрече предшествовали разного рода заявления. От смешных, как, например, Зеленский говорит, Трамп хочет повысить среднюю зарплату в Украине, в 3 раза, до абсолютно одиозных таких, что, например, без любого мандата французские и британские войска
в случае, там, если договорятся о каком-то замирении, примирении или чем-то еще, они прям зайдут. А, Как вы думаете, многие сейчас смеются на самом деле. Все, никакой, собственно, никаких переговоров. Россия изменила условия своих переговоров, ну, позицию переговорную, да, и сделала это, простите, на фоне вот это вот верю, не верю, летели б дроны, не летели. Теперь непонятно, абсолютно непонятно, чего хочет Россия, а тут вот такая встреча. И, мол, давайте хоронить уже эти мирные треки. Вы хороните? Абсолютно не хороню. Россия никак не меняла свою позицию. Более того, инцидент с налетами дронов она замяла. Были переговоры соответствующие Уиткова и Дмитриева на эту тему. Они погасили это дело по взаимной договоренности. То, что рассказывают россияне, там, что наличие иностранных войск на территории Украины – это неприемлемая история, это уже сказки Рижского леса. Все ли неприемлемо? Вопрос, как бы, какие войска и с какой задачей. Если там турки заявились, то понятно, что Турция это точно оговорено с Россией, а считаете, значит, оговорен весь остальной контингент. Я вам объясню, зачем вводятся войска на территорию Украины. Это не против России. Планируется вести. Это для предотвращения гражданской войны в Украине. Это единственная их настоящая задача. Это стабилизационные силы, которые как вводились, там, например, в Боснию, прекрасно понимая, Запад прекрасно понимает, скажем так, все перспективы послевоенных государств, в которых там 1,5 миллиона единиц неучтенного автоматического оружия и миллион ветеранов. И просто кричащее отсутствие права и кричащие политические и общественные противоречия, и очень мало ресурсов. Поэтому им нужны стабилизационные силы. Их просто никто так не назовет. И скажут, что это все против России, коварно, чтобы напала. Ну, и Россия раньше всех других будет знать, что это для предотвращения гражданской войны в Украине. Столкновение. Это стабилизация для стабилизации Украины, а не против России. Поэтому она благополучно согласится, если будут достигнуты соответствующие договоренности. А судя по всему, они достаточно близки. Ну, в какие-то разумные сроки. Не завтра прямо, но как бы, да. Ну, даже сроки были названы. Зеленский сказал, что закон, или кто-то там из депутатов, Стефанишин, по-моему, там, или как его там, он сказал, что к концу февраля будут готовы новое выборное законодательство, плюс какое-то время там туда-сюда, и вот мы готовы. Ну, считайте, значит, по плану всех этих переговорившихся групп где-то к концу февраля должны быть достигнуты первые договоренности, например, возможности проведения выборов в Украине. Если бы были кричащие противоречия до сих пор, как нам рассказывают про АЗС, про там Донбасс и Передонбасс и так далее, то никакие бы сроки не назывались и не выполнялись. Это взаимозависимые вещи. То есть, например, готовность Украины к выборам меняют на присутствие, например, войск в качестве сил стабилизации для проведения все тех же самых выборов на самом деле. И отсутствие ярких гражданских столкновений. Потому что перспективы уличных беспорядков крупных в Одессе, Киеве, там, я не знаю, в Виннице, Житомире, Львове, Харькове и, ну, Харьков они не станут, но правое побережье, например, при наличии там 15-10 тысяч иностранных войск значительно меньше, чем при их отсутствии. Поэтому это в том числе контингент, который будет проведение выборов обеспечивать. Так а кто будет избираться и кто с кем воевать во время выборов? Это большой вопрос, кто будет избираться, но смотрите, у нас все предпосылки для гражданской войны до какой-то степени созданы. А именно, это не честные люди, любящие Булгакова, против нехороших людей, не любящих Булгакова, а это, например, сочетание Белецкий-Буданов, как одна часть силовиков, против, например, Залужного и примкнувших к нему кадровых офицеров. Потому что, только слепой не понимает, и абсолютно глупый человек, что коалиция Белецкий-Буданова, они очень плотно дружат. Это не попытка снизить значение Залужного. А то, как третий корпус обращается с кадровыми офицерами и какую мораль они проводят, заставляют кадровых офицеров объединяться, консолидироваться вокруг Залужного. Поэтому технология на размытие военной как политической силы Зеленским отрабатывается просто на ура. Для своих же интересов, это понятное дело, раз. Во-вторых, люди, которые ведут реальные опросы общественного мнения, фиксируют следующее. С июня прошлого года идет устойчивое снижение, нисходящий тренд на снижение роли военных в
претендентов на пост президента. Это касается даже Залужного. У него было там 36, сейчас там 21. Да? А вот как крайний опрос ноябрьский показал, не спрашивайте откуда, показал очень интересную вещь. Он показал, что у Зеленского 20, у Залужного 22% сейчас, а у неизвестного центристского кандидата 24. Это на ноябрь прошлого года. Он не военный. Что показывает? Что народ готов доверить, где-то 40% Верховной Рады готов доверить военным. А вот президента военного видеть не желает, четко понимая, что ты нутром, не потому что Конституцию читал, что Верховный главнокомандующий, и тем, что они видят на экранах, Верховный главнокомандующий определяет внешнюю политику. Если там будет страшный военный, то он, скорее всего, это означает война в том или ином варианте. Поэтому они будут намертво сражаться и за пост президента, и за конкуренцию Верховной Рады, в областных радах и районных радах. Теперь вопрос. Когда одни герои Украины будет большой соблазн застрелить и покинуть гранатку или вогнать FPV-дрончик в лоб другому герою Украины, они начнут это делать. Французские, турецкие, британские войска, случайно расположившиеся возле центральных избирательных комиссий городов, патрули, которые будут гулять. Наверняка же хоть как-то, но стабилизируют обстановку. Совсем уже убивать союзников не с руки будет, правильно? Даже самым отчаянным героям Украины. Поэтому, поймите, это стаб-фактор для проведения выборов, вообще стабилизации Украины, ее экономического восстановления. И более того, я вам скажу страшную вещь. Это стабилизационный фактор для того, чтобы Украина выполняла свою часть договоренности. Потому что все, что происходило в рамках Минского процесса, ОБСЕ убедило только в одном. Что отчаянные какие-то украинские герои очень склонны стрелять, когда не надо, нарушая договоренности. Не только проклятые российские провокаторы, но и наши герои, бывает, тоже могут. Поэтому наблюдатели и войска будут нужны для того, чтобы не дать украинской стороне нарушить под реваншистскими лозунгами достигнутое мирное соглашение. А теперь внимание, как вы думаете, в этом Россия заинтересована? Смахивает, конечно, если честно, на еще один исторический поворот колеса истории, чтобы опять обмануть русских. Воевали, чтобы... Как обмануть? Смотрите, воевали, чтобы НАТО не приблизилось, а НАТО вот оно. А это не НАТО, это НАТО, которое будет присматривать за Украиной. Это единственная настоящая задача, не за россиянами, поверьте. Просто это выдаваться будет, как что мы вот тут стабилизируем, спасаем от России. Что могут спасти 10 тысяч или 15 тысяч войск от России? Ничего, они вообще собой ничего не представляют. 150 тысяч, 200 – это да, это контингент. Даже 50 не контингент. 10-15 – это чтобы патрули походили возле Центральной избирательной комиссии, были люди, вернее, эти самые наблюдатели на линии разграничения, чтобы фиксировать нарушения украинской стороны в первую очередь. Потому что нам тупо не верят, чтобы вы понимали. И мы многократно доказали, что нам верить нельзя. В том числе, внимание, в истории с дронами на резиденцию. Свежий. Зачем Зеленский приблизил так Буданова? А какие у него варианты? Ему нужно, глава офиса, ему нужно готовиться к внутренним схваткам. Пару недель назад было вообще без вариантов. Взять часть полномочий на СНБО, мне вообще офис не нужен. Не-не-не, это размыть. Нет, он будет укреплять вертикаль. Зачем ему? Это все легендирование было, пока шли переговоры с претендентами. Это очень ближний круг. Мария Левченко, секретарь президента, бывший директор 95-го квартала, человек, который пользуется безусловным, абсолютным доверием. Ее же муж Гагилашвили, с которого с Будановым поймали еще, который пролоббировал назначение Буданова, и которого с Будановым поймали в доме российского, обнальщика и так далее, еще до войны. Не Бигуса, этот Ткач поймал. И который после того, как его замминистра МВД ковырнули за то, что он обхамил постового, его Буданов взял себе советником, присвоил звание полковника и так далее, и так далее. Билет, на что опирается Зеленский? Он опирается на ближний круг очень. На последнее. Но смотрите, что он делает. Все эти перемещения Шмыгаля, Федорова и так далее, Малюка и прочих это же показывает, что в этом борделе осталось даже не 20 кроватей, которые можно переставить, и не 15. Он из 5-6 малоэффективных менеджеров пытается выкрутить какую-то историю. История Шмыгаля, она образцово-показательна в этом смысле. Ни в одном бразильском сериале они не могли придумать такие перипетии, сценаристы, за что время существования телевидения. В Венесуэлу надо было Шмыгаля.
Да. Как, есть другая шутка, которая звучит так, что если хочется чего-то драматического, почитайте трудовую книжку Шмеля. То как бы более драматического, то как бы Кулебу уже сегодня дернули. Это вообще показатель. Кулебу, который успел наговорить много нехороших вещей по адресу Зеленского, по адресу украинской политики, что мы проиграем, что следующие уступки будут болезненными. Даже вообще не из кого выбирать. Поэтому в этой ситуации размывать полномочия главы офиса и офиса еще на СНБО, то есть на 2-3 органа, которые сложнее контролировать, нет, идет предельная концентрация уже существующей власти. Предельная, потому что из всей вертикали, на которую может рассчитывать Зеленский, это 8 человек, там буквально 8-10. Все Зачем Буданов согласился? Ведь это же подписать себе, смертный Почему? Он так приговор не политический. считает. Не считает так. Он считает, что он будет успешным. Раз. Во-вторых, надо понимать, что такое Буданов. Буданов имеет собственные взгляды и замыслы на позицию президента. Потому что не в последнюю очередь ему внушают его окружение, в том числе вышеназванные лица. И я думаю, что связка Буданов-Белецкий, а там может быть Валерий Кондратюк за ними стоящий, там еще кто-нибудь, там хорошая компания, давно уже приговорила Зеленского на самом деле в политическом отношении. И это, как ровно тот случай, когда ты не знаешь, это охрана или конвой. Или в какой момент охрана в конвой превращается. Поэтому там террариум единомышленников, классический гадюшник. То есть Зеленский думает использовать их для ослабления Залужного, а потом опозорить, утопить, навесить политические ярлыки. И реальную ответственность, и нереальную тоже выдуманную. А они думают притопить Зеленского в нужный момент по американской команде или по собственному решению. Вот что там сейчас реально происходит. Поэтому он очень хорошо знает, что делает. Это реализация давно, с 2020 года задуманного замысла. Поэтому, к которому они шли долго-долго, в который они верят и прочее. Вот Ермака они сбили до какой-то степени. Сейчас вот они ставят под контроль Зеленского. Поэтому Буданов это скорее конвой для Зеленского. Чем охрана. Но и Зеленский непростой. То есть они будут... Смотрите, я напомню историю чилийской революции. Мало кто помнит. Пиночет, который сковырнул Альенде. За полгода до этого была первая попытка военного путча. Но это делали не друзья Пиночета, это делала другая часть армии. И Пиночет пришел, Альенде доложил, что вас собираются скинуть. И помог подавить первую попытку. Она была не широко известна, танки на улице не вышли, там арестовали нескольких, десятка офицеров и всякое такое. И когда через полгода он подготовил собственный путч, и Альенде докладывали, что вот армия готовится вас снимать, все уже КГБ докладывало, кто угодно докладывал, там, своя служба безопасности. Он говорил, вы что, идиоты, что ли? Если бы он хотел меня снять, он бы полгода назад меня снял бы, да и все. Вместе с этими офицерами. Но он сам разоблачил этот заговор. Ему клали документы, ему клали записи. Он говорил, он играет оперативную игру в моих интересах. А ровно так Пиночет ему и говорил, потому что в таких случаях всегда шпилят двойника, как говорят профессионалы. То есть изображают двойного агента в наших же интересах, конечно же, и так далее, и так далее. Поэтому это ровно та же схема. Они уверяют Зеленского, что мы всех подаем, организованную преступность, всех, кто на вас криво посмотрит, там, добровольцев, мы всех перекупили, все от России вас спасем, от американцев спасем, от НАБУ спасем, от внутреннего путча спасем. И он им верит безоговорочно. Но я могу сказать, что, зная Зеленского, он не совсем глупый товарищ. Он активно интригует и против них тоже. И вы это увидите в ближайшее время. По сумме назначений, по сумме приближения отделения определенных лиц и так далее. Но они все готовятся к большим перетурбациям, очень большим перетурбациям во время выборов. На окончание войны, выборов и послевоенный период. Это ключевое для них, для всех. И каждый там играет собственную игру. Я вам скажу даже, что Белецкий и Буданов, которые в связке, Буданов верит в Белецкого, что тот друг. Он его пролоббировал, говорят, злые языки получением генеральского звания, постановку на корпус и так далее. На самом деле Белецкого тоже свои планы и на Буданова, и на Зеленского, и на всех остальных. Там у всех свои планы. А вот чьи планы и как сработают, мы посмотрим. Замысел я вам назвал, на мой взгляд, он таков. Можно спорить, можно оспаривать, но я немножко знаю эту компанию. Еще раз подытожу. Задумка Зеленского – это цепные псы поближе к себе, которые будут держать стабильность и размывать позиции Залужного и кадровой армии, и стоящих за ним политические силы. Замысел Буданова сковырнуть Зеленского в нужный момент. Замысел Белецкого сковырнуть Буданова или воспользоваться им как паровозом, чтобы заехать куда-то в свои места. И все друг про друга замышляют. Осталось в этом вопросе ключевой вопрос, каков замысел Залужного в этой истории.
собирается он вообще выдвигаться. Но он реализует древнюю китайскую стратегему, которая заключается в том, что я молчу до последнего, ни в чем не признаюсь. Это, кстати, мудро очень в этой ситуации. Поэтому, смотрите, у всего этого есть изнанка. Французы, британцы и турки будут не Россию здесь сдерживать. Буданов тоже не шел туда для того, чтобы верно и преданно служить Зеленскому. Он будет изображать верную и преданную службу так, как он изображал до этого. Но у него всегда были свои замыслы. Он видит себя в сияющей короне президента, там, как бы спасителя Отечества, что он неоднократно успел заявить во всех своих многочисленных интервью. Поэтому эти все люди попытаются по принципу два внезапных поворота и уже любят Федота, скажем деликатно, друг друга все по очереди, по кругу как бы, да, использовать. А у кого как получится, мы посмотрим. Вы согласны с утверждением, что теперь власть Зеленского будет, как это ни парадоксально, ослабевать в практическом смысле этого слова, а условно американское влияние перещеголяет британское? Смотрите, значит, это как вот есть такое расхожее мнение, что люди – это потомки обезьян. Но на самом деле, цитируя профессионалов, люди и есть обезьяны. Некоторые прям редкие орангутаны. Да, такая вот ветка, понимаете, да? Поэтому фишка в чем, что как бы на ваш вопрос такой ответ. Ослаблет ли власть Зеленского? Она уже ослабла, иначе бы не было всех этих перестановок. Если бы не было ослабления власти, не надо было бы менять Ермака на кого бы то ни было. А тем более на Буданова. Она уже ослабла. Он концентрирует вокруг себя очень малое количество людей. Это же, если бы украинцы немножко так вот, или там сочувствующая часть Зеленскому, там, да, которая за страну, за победу над Путиным, вот я их понимаю и люблю, сделала шаг назад и посмотрела со стороны, ничего более комеднее, чем судьба Шмыгаля, там, например, Федорова и там, Малюка и в этой ситуации, невозможно себе представить. И как это, боже мой, Кулебы. Смотрите, 40-миллионная страна не может выдавить из себя там, 2 десятков человек, которые в критический для Родины момент согласны принять на себя властные полномочия. Весь выбор происходит в 5 людях. Властная вертикаль строится из людей, которые смотрят тебе в глаза и спят и видят, как ты, чтобы ты проснулся, а голова в тумбочке. И он это знает, но у него выхода нет. Она не просто ослабла. Это цементируется зуб, у которого одни стенки остались. Корни уже сгнили, средины нет, понимаете, да? Стоматологи тоже. Но вырвать? Нет, давайте спасем. Ну, давайте спасем. Они знают, что клиент через 2 месяца придет, потому что зуба не будет. Что касается американского влияния, с чего вы решили, что Буданов, все об этом пишут, это американское влияние? Ну, пишут, ЦРУ. Это легенда. Съездил это в Америку, особо не фотографировался. И вот я там, могу вам собственно... открыть страшную тайну. У Буданова есть некоторые связи на уровне РУМО, разведывательного управления Министерства обороны США. А вот у ЦРУ совершенно другие на него взгляды. И, например, на одной из скамеек в парке было написано, в Централ-парке, что его именно ЦРУшники трижды просили снять с должности обоснованно. Еще до войны и во время войны обоснованно показывая материалы, которые должны были с их точки зрения роковыми. И Зеленский дважды почти принял это решение. Вот поэтому все эти сказки, что у Буданова очень хорошо с американцами, сразу возникает вопрос, как в фильме про гражданскую войну в Америке, когда, защищая детей, корреспондент кричит «We are Americans!» И его спрашивают «What kind of Americans you are?» Понимаете, да? Американцы тоже очень разные. Хорошие связи с американцами. Я вам скажу, что у меня тоже очень хорошие связи с американцами. У меня тут рядом есть продавец хот-догов, у меня с ним прекрасные связи. Я просто люблю с ним поболтать, по 40 минут постоять как бы, да, за жизнь. Алексей Николаевич, но... Поэтому, как бы, понимаете, это все... Вот, давайте, друзья мои, я понимаю, что мое мнение, это всего лишь мнение как бы сбитого летчика. Но хотя бы для разнообразия вы там разные версии рассматриваете, а не только чем вас пичкают телеграм-каналы. Как бы, да, каждая из которых там... Это, больше всего меня в этом всем веселит, насколько продажная, мелочная и лакейская вот эта вся тусовка. Количество комплиментов Буданову в связи с его днем рождения вчерашнего. С назначением на должность. Там, да. С вот этими он дружит с американцами. Это мирный трек. Теперь все пойдет иначе и так далее, и так далее. Это нация воинов света, самая свободная на деле. Ну, не нация, а вот это вот лучшие люди города.
как это не народ, это хуже народа, лучшие люди города, оказалась настолько сервильной и лизоблюдской, и так последовательно это доказывает, что Ну, вчера еще Андрей Борисович был сияющей звездой на небосклоне, сегодня уже Буданов, завтра не будет Буданова, будет еще кто-нибудь и так далее. И так далее. Сервильность, возведенная в принцип. Наши доктора экономических наук, наши там ведущие блогеры, наши там ведущие деколонизаторы, наши умы, наша честь, совесть, гордость эпохи лепят сказки, которые не схавали бы даже в яслях. А лизоблюдство достигло такой степени, что в худшие времена большевиков такого не было. Когда понегрик пели товарищу Сталину. а зачем, вот вы просто это говорите, а это вот ярчайший пример, это как вот за хвост и об землю. Такое было выражение. Это в отношении Малюка. Ну вот вышли друзья мои, Усик, там давайте... какие-то Да. люди. Не менять, нельзя менять Малюка. Малюк. Ничего поменяли, и решение парламента не надо, ничего не надо. Он говорит, Интересно, я буду бороться. за Сухачева кто-то вступится сейчас, когда ты в РП? Нет, Малюк-перемалюк. Народ же ни черта не знает. Народ хавает легенды полной ложкой, которые не имеют никакого отношения к реальности. В силовом сообществе прекрасно известно, кто такой Василий Васильевич Малюк. И кому реально принадлежат успехи, которые показывает служба безопасности Украины и внутри страны, и за ее пределы. Я сейчас ничего конкретного говорить не буду, но после войны можно будет спокойно на эту тему, потому что вот по принципу не навреди. После войны можно будет спокойно об этом поговорить. нет, Истинная подождите, роль то, что стало Да. достоянием общественности, значит... А кто вам сказал, что это Малюк организовал? Нет, так погодите, Телеграм-каналы? смотрите. Нет, подождите. Ну, у нас же как бы, мы хоть и рыбки, но не гуппи. У нас чуть-чуть больше временной диапазон памяти, поймите. Ему Зеленский за паутину вручил Героя Украины. Он ее там, вспомните, карта, паутина, все дела. И сейчас тоже писали о том, что, ну, пару дней назад, что нельзя Малюка убирать, он там что-то еще страшное готовит. Потом оказалось, что это Хмара, который сейчас тоже назначен ИО. Здрасте, приехали. Ну, ИО. Нет, назначили ИО. Прям Зеленский назначил сегодня. Оказывается, это он паутину разрабатывал. Подождите, а если он разрабатывал, а герой Малюк? Так Малюк, ну... Я вам больше скажу, если сильно разобраться, то это и не Хмара. И так далее, и так далее. Поэтому, здесь сложная, тонкая вещь. В чем тонкость этой вещи, я постараюсь быть максимально точным. Как мы можем там презирать людей или там обвинять людей, которые пользуются той информацией, которую им дают? А им скармливают легенды, которые не имеют никакого отношения к реальности. И лица, которых они боготворят, на деле часто обычные преступники и коррупционеры. Или необычные преступники и коррупционеры. И когда станет известна правда, если когда-нибудь известно, люди ужаснутся хуже, чем при разоблачении культа Сталина. Все те, кого они сейчас поздравляют с днем рождения, все те, кому они там по негрике, все эти герои, там, командиры корпусов и прочее, прочее, прочее. Вся вот эта мешпуха, все эти герои Украины. Что касается и правда ужасающей, и принципиально иначе. Их в этом упрекать нельзя. Они верят в легенды, потому что у них нет других источников информации. Есть другая категория людей, которые все прекрасно знают или имеют другие источники информации и могли бы сдержаться в распространении легенд. Но они поют, потому что из сервильности, из выгоды. Да, вот, например, есть такой SEO-клуб в Украине. Это клуб директоров предприятия. Ну, вот у них неоднократно побывал Буданов, побывал Стерненко, внимание. И они пели по негрике. Им это люди, которые владельцы бизнеса, сами их построили и так далее. Потому что они рассказывают, что они волнуются за судьбу страны, возможно. Но на самом деле они волнуются за коррупционное обеспечение своего бизнеса. Потому что хорошие контакты власти во всем мире квалифицируются как коррупция. И пытаются понравиться, маскируя это там заботами о судьбе Отечества, которые я тоже верю где-то есть, но на самом деле более сервильного органа трудно было себе представить, точнее было удивительно представить, что он обернется таким сервильным на самом деле, таким лизоблюдским, таким низкопоклонческим. Один мой знакомый сказал, что я потратил на них 9 лет, пытаясь их научить разумному, добру, вечному, но когда увидел, с какой скоростью они полируют ботинки Стерненко, будучи миллионерами, а некоторые из них миллиардерами, но это вот портрет современной Украины. А есть и другие люди, которые вообще все точно знают, но в своей сервильности за эти хоть могут сомневаться, захлебываются просто от слюны, желая заполировать. И мы можем только цитировать «17 мгновений весны».
что над какими проблемами сейчас размышляет стандартофюрер. Я беспокоюсь о том, как с помощью методов физической химии прекратить оглупление масс. Так-то трудно стало работать. Столько глупцов развелось, кричащих правильные лозунги. Понимаете, да? Поэтому еще раз и еще раз я не прекращу это повторять. Главной жертвой этой войны является не территории, не погибшие, даже несмотря на то, что их сотни тысяч, а сознание украинцев. По Украине наносится, мы все боялись тактического ядерного удара, по Украине наносится в сутки 20-30 тактических когнитивных ядерных ударов. Но дело даже не в этом. Люди могут заблуждаться. Наибольшим разочарованием, насколько лакейские души у очень многих лидеров общественного мнения оказались. И вот это парад за Малюка и парад «Поддержи Буданова», причем часто это одни и те же люди, не понимая, что вся модель спецслужб построена на том, чтобы военную разведку со службой безопасности всегда стравливать по максимуму. Что и происходило в Украине. Не потому что как бы это делали, а потому что так устроена вся эта история. Поэтому, я повторюсь, я не могу упрекать их за отсутствие информации. Большинство людей, я им сочувствую. Более того, я даже пытаюсь быть альтернативой, чтобы они хотя бы с разных точек зрения рассматривали. Понимаете, в чем проблема телемарафона? Он же не причина, но символ. Вот Украина давно превратилась, общественное мнение, в такое вот деревенское телевидение, в котором один канал серый, по которому идут полосы, надо стучать кулаком и ориентировать антенну. Как это у вас да. Телевизор паутину показывает? Да, 1982 год, где-нибудь на Урале, понимаете, да? И более того, все его смотрят, но никто этому не верит. Вот то же самое. Транслируется одна и та же серая унылая картинка, все это легендариум. Про операцию «Паутина», про там высадки в Крыму, про все остальное, 5-10. А реально как бы все знают, но молчат. Потому что одни боятся, другие хотят выслужиться, а третьи боятся поверить, что это не так, потому что вот разведчик пришел на должность главы офиса президента. Одни кричат, это мирный трек, другое, мы сейчас победим Россию. И так далее, и так далее, и так далее. Это не имеет отношения ни к первому, ни к второму. Нет, а давайте никакого. Алексей Николаевич. Но смотрите, секундочку, но быть неинформированным, это же не значит становиться лизоблюдом. Смотрите, это вы информированный в этом вопросе. Ну, потому что... Увы, я информированный, Саша. Я очень хотел бы не быть информированным, просто закатить глазки и кричать, да... Но вы ничего и не говорите. Понимаете, тоже такая интересная история. Поэтому давайте тогда, чтобы, все-таки... Вот смотрите, у нас сейчас у страны две беды. Это не дураки дороги. Это, ТЦКшники и электроэнергия. Значит... Если ТЦКшников присоединить, они могут вырабатывать очень много электроэнергии, я вам скажу, что их активность просто запредельная. Значит, по поводу ТЦКшников, уже там опубликовали список, опять-таки, это все официально, там 4 убитых во время этих дел, то есть подводятся какие-то итоги, да, статистика, вот мы входим в Новый год, СЗЧшников дела засекретили, но тем не менее. То есть здесь вот прям серьезная история, то есть противостояние. В Белгород-Днестровском там вообще, то есть... отметелили и демонстративно сожгли бодикамеры их. Понимаете? Там полицейский был, ТЦК. Демонстративно. Уже идет вот эта вот фаза. Смотрите, это очень серьезная проблема. Мы неоднократно обсуждали в наших с вами эфирах в 2025 году. А есть проблема с электроэнергией, очередные удары, там Славутич без света, очереди, и как бы это же все не останавливается. То есть мы понимаем, что проблема накапливается. Сегодня ударили в Днепре, Олейна, вот это, подсолнечное масло, а там все же как говорят, вот, ударили по гражданскому объекту. Так понятно, да, вы деньги зарабатываете, Россия на нефти зарабатывает, перегонки, да, нефти, вы зарабатываете на масле. Вот вам и война, понимаете, все как бы объективно. Это американская какой-то там бизнес или там технология, или, доля там какая-то американская, и все американское предприятие в Днепре. Да елки-палки. В общем, смотрите, у нас есть 2 таких трека, очень важных. Это вот эта война на истощение и внутри гражданское вот это противостояние против ТЦК и ужасы мобилизации.
Вот этот новый состав перетасованных Зеленским товарищей с Будановым вице-президентом, ну, Ермак же был вице-президентом, мы же думаем, что и Буданов будет вице-президентом. Как на один и на второй трек вообще, вот что они, чем будут отличаться? Ничего не будет отличаться. Мобилизация будет усиливаться, иначе не удержать фронт. Как бы нам нужна стабильность, особенно нужна его стабильность во время переговорного трека, чтобы демонстрировать спроможность удержать территорию. Потому что если ты теряешь город за городом, то рассказывать, занимать сильную переговорную позицию сложно. Первый трек какой был, простите? Кроме Ну, электричество. ТЦКшники, электричество. Смотрите, Да. электричество совсем не погасят, потому что это технически невозможно, пока работает атомная станция, удары по атомным станциям наноситься не будут. Когда они гасят трансформаторы, украинские энергетики, которые вот действительно герои настоящей этой войны, они умудряются обвести. Это занимает время и так далее. Но обычно удары следуют каждые 10 дней, крупные по энергетике, за неделю восстанавливают. То есть примерно там со второго дня начинается появление света все больше и больше. Совсем не погасят. Длинные, большие отключения света, тепла, воды, так они уже есть, и они дальше возможны. Но заметьте, через 10 дней середина зимы, про которую нам рассказывали, что она будет страшной, мы не сможем, переможем, Киев надо будет эвакуировать, но пока все еще тьфу-тьфу-тьфу, и мы пройдем. Это да, со страданиями, да, с отключением света и прочее, там, отъехавшими мозгами, отсутствием воды, возможно, лопнувшими батареями, но в целом пройдем. Не в состоянии погасить. Если вас интересует ответ на эти два фундаментальных вопроса, то мой ответ таков на сегодня. То есть при Буданове мобилизация... Не при Буданове. При тех же энергетиках, да, не погасят, а при Буданове, не при Буданове мобилизация будет усиливаться, потому что не удержит фронт. Сейчас должны последовать крупные перемены в вооруженных силах. Скорее всего, если Федорова поменяли, возможно, будет отставка Сырского. Кого поставят вместе, какие порядки они будут устанавливать, неважно. Но это будет мерой перед усилением мобилизации. Будут сказано, мы сегодня уже заявил Федоров, будучи на приеме Зеленского, пресс-релиз звучал так короткий, что новые подходы в армии, бережем солдат, как бы, да, и более техногенно будем использовать. Ну, про техногенные сказки мы слышали, конечно, и всегда будут рассказывать, но насчет бережем солдат, и Сырский сказал сегодня, мы в учебных центрах будем качественно готовить людей, боевая подготовка. То есть все 5-10, что мешало готовить предыдущие 4 года войны, никто не отвечает на этот вопрос. Но фишка в том, что если поменяют, то скажут, теперь смотрите, вот общий месседж будет такой, теперь можно спокойно мобилизироваться, потому что в армии пришли командиры к власти, которые берегут солдат и умело технически воюют. Мы победили совковую армию. Поэтому вероятность, что будут менять высшее командование армии, очень велика. Но то, что его не поменяли сразу, это потому, что начало сил меняют традиционно правопохоронных. И когда правопохоронная система стабилизирована, начальство вошло в дела и должно, и готово выполнять приказы, в том числе по возможному купированию недовольства высшего генералитета, то тогда можно менять армию. Поэтому, скорее всего, поменяют армию. И под это скажут, все, теперь свободно мобилизируйтесь. И контракты у нас 3 раза увеличились. И вот генералы теперь уже не совковые. А родина в опасности, фронт надо удержать. До какой степени будут усилена мобилизация, на какую глубину? Мы посмотрим. Но то, что это будет, даю 99,9. Давайте пройдемся по фронту. Это, знаете, такой премьера этого года. Да, значит, сегодня из новостей фронта очень, давайте так, тяжелая информация в том, что, идет движение в сторону Днепропетровской области, плюс 1,5 километра. Там приготовились к эвакуациям 44 населенных пункта. И на эвакуация, да. Скажите, пожалуйста, какие перспективы вы отмечаете, и связана ли там новая переговорная позиция с новыми территориями, о которых в прошлом году, претензии на которые в прошлом году вы анонсировали в интервью, которое там перевернуло все, Ксении Собчак? Смотрите, есть две ключевые точки. Первое – это Запорожье, и второе – это Краматорск-Славянск. Соответственно, основной танец идет вокруг этих точек. Запорожье по-прежнему ключевым является направлением. Это срезание через Днепропетровскую область и выход в тыл с юга, с северо-востока в тыл группировки, обороняющей Запорожье с юга.
как способ не брать ее в лоб. Но и усилия в лоб там носят какой-то свой характер. Вон там на Гуляйполе выступает. Сегодня, кстати, по сети пронеслось, что солдат 108-й, по-моему, бригады территориальной обороны силой заставляют, видео прошло, силой заставляют брать штурмом. Это опять Гуляйполе, обратно по принципу захвати там два поселка, два домика, доложишь, что мы его еще удерживаем. Ничего себе, а сила это как? Ну, просто говорят, что их там с использованием других военнослужащих, более лояльных командований, там, посадили, заставили выйти на позиции и прочее, прочее, там, под угрозой избиения или с элементами избиения. Это прошла информация. Некоторые достаточно ответственные товарищи из публичных дилеров общественного мнения подтвердили, что это так по их звонкам. В то же время это может быть спецоперация там, информационная, поэтому мы не будем спешить. Но я это специально объявляю, чтобы привлечь внимание к возможному факту и призываю к необходимости проверить, так ли это нет. Потому что чем мы тогда отличаемся от российской армии, совершенно непонятно. И вот эти лозунги пышных любителей Антарктиды у нас, которые рассказывают, что вас там мобилизирует российская ТЦК, и тогда вы не поспорите. А это что? Чем это отличается от российского ТЦК? Вот если это правда. Ну и второе, хотелось бы привлечь внимание к информации, которая пошла по судьбе военнослужащих, призванных в учебные центры. 199-й центр ДШВ. Тоже сегодня по сети прошла жалоба, что инструктора обращаются по-свински с некоторыми военнослужащими. Таких историй тысячи, но сегодня кинулись в глаза. Я не утверждаю, что это так. Более того, я честно предупреждаю, что это может быть информационная операция. Просто, пользуясь публичным влиянием, призываю проверить факты. Проверить факт, так ли обращаются с нашими военнослужащими, действующими и призванными. Мобилизованы на военную службу. Теперь возвращаемся к карте. Да. Давление идет из Южного фронта на Запорожье. Запорожье прифронтовой город, и в Пиви уже долетают, поражают грузовики там и так далее. Это не в Пиви, но там разного рода беспилотники. Поэтому, да, и продолжат срезать от Днепропетровской области и продолжат наступать с юга. Что касается Константиновки. Краматорско-Славянска. В Константиновке российские войска уже устойчиво больше недели находятся. Это разрозненные группы, но их уже не выбить, скорее всего. И падение города не за горами, а это уже там только Дружковка, Краматорск-Славянск с южного направления. Трасса перерезается от Покровска. Еще будет вопрос, куда пойдут российские силы. От Покровска не двинутся ли они на север, окружая Славянск и Краматорск чисто с востока. Как бы Сиверск, Часов Яр, Сиверск – это одно оперативное направление, в котором наши войска удерживают оборону, но там есть явные успехи российских сил. Вот. И они так или иначе формируют оперативные балконы с юга и с востока для проведения Краматорско-Славянской наступательной операции. Это не быстрое дело, это только формирующие операции, и это вопрос месяцев при наличии того же снабжения, что и было. Вопрос о Лимане стоит. Заметьте, что от Борового и на юг до примерно Лимана могучий третий корпус. Если вы внимательно посмотрите на карту, то легенда о том, что он воюет беспримерно и не теряет территории единственных, кто стоит, немедленно испарится. Потому что очень четко видно, по дипстейту вы можете с 1 сентября прокрутить карту, и вы увидите, что они теряют по батальонному району в неделю, примерно раз в 10 дней, но только не разово батальонный район пропал, а там позицию отделения, там условную позицию взвода, там позицию роты, и в целом по их полосе обороны корпуса идут большие потери. Кроме того, сама группировка, корпусная полоса обороны рассекается в направлении на Святогорск пополам буквально, что является, мягко говоря, очень проблемной историей. Как и для легенды про третий корпус, так и для реального положения на фронте. Поэтому я к чему-то говорю. Существует тоже множество легенд, но достаточно, в случае, в отличие от легенд про Малюка, Буданова там и Шмыгаля, есть карта, на которой можно проверить, что происходит. А по карте видно, что если будет рассечена группировка пополам, то падение Лимана, Ямполя, выход к Ямполю непосредственно, это вопрос там уже фактически решенный. Когда связано с потерей части третьего корпуса между собой, обороняющиеся там соседи справа. Так вот, фишечка в том, что если берут Ямполь и Лиман, все, кто там был, то знают, что до Славянска там можно, прогуливаясь, спокойно дойти пешком. 15 километров, да. Да, не очень далеко, да. Поэтому это зона, когда достает полевая артиллерия. А значит, что Славянск оказывается под непосредственным давлением
судьба Краматорска становится очень проблемной и без взятия Константиновки и прохода там Северско-Часовьярского направления. Вот там наиболее перспективная для российской армии и наиболее неприятная для нас темпы продвижения российских войск. А учитывая, что там лесистая местность, то там еще и не все так просто с применением дронов, FPV, погода и так далее, что создает благоприятные условия для наступающего противника. Поэтому более благоприятное, чем обычно. Поэтому там наиболее опасно. И тут вопрос, как бы, если смотреть на Славянск-Краматорск, на эту операцию, там, где там стоит Константиновка, Часовьяр, то еще более-менее относительно все благополучно. Если посмотреть на Лиманское направление, то все менее благополучно. Гораздо. Что касается Купинска. В Купинске часть Купинска удерживают российские войска, часть удерживают украинские. Там идут бои, россияне пытаются деблокировать, наши пытаются зачистить, не пустить. Вот. Но Купинск был очень большим подспорьем в деле ликвидации группировки, которая находится вот над Боровой и вниз на Лиман, на левом берегу Северского Донца. Если рассекут, схлопнут, выдавят, то российская армия высвободит так необходимые 1150 войска, которые можно кинуть на любое направление, тогда судьба Славянска, Краматорска и Запорожья станет совсем проблемной. Или того же Купинска. Ну, то есть вы имеете там, в виду вот да. этот вот, скажем так, котел или, да... Не котел, группировка там находится. Ну, имеется в виду, да. вы имеете в виду по левый берег Оскола. Да, ее рассекают. Проблема в том, что они были близки к успеху, когда брали Купинск и перекрывали переправы, там, по крайней мере, те, которые от Купинска идут на Боровую, условно, ну, туда. Да. Так вот, через север. Но когда наши Купинск отбили, у российского командования это сильно проблематизировалась эта история. И я к чему это говорю, что это третий район особой важности, хотя он не имеет прямого отношения к захвату непосредственно Славянска и Краматорска и Запорожья, но он создает ключевые условия для успешного проведения этих двух операций. Если ее удастся провести, то высвобождается огромное количество сил и средств российских. Поэтому это третья ключевая район борьбы, скажем так, ключевой. И ему надо уделять большое внимание. Там пока сдерживают украинские силы. И то, что вовремя осознали опасность, группировка, кто уж там командовал, Дропата или Хартия, или кто-то там еще, не так важно. Хартия одной из бригад, она не могла провести такого уровня. И более-менее, как это стабилизировали Купинск, это очень большое подспорье. Но что будет дальше, этому району надо уделять самое большое внимание, самое пристальное. Замысел российского командования понятен. Рассечение полосы третьего корпуса, как это потеря связности, взятие Купинска, скачок на Лиман, ну а далее как бы всеми вытекающими. Угу. Ну, еще один, скажем так, очень важный вопрос, потому что Сумы, да, мы с вами обсуждали вот этот заход Гробовска, Да. но там и кроме Гробовского есть, собственно, новые, так сказать, попытки, ну, в общем-то, повоевать на границе. И Сумы, да, и Сумы прям выглядят на перспективу тяжелым направлением. Ну, они выглядят тяжелым направлением. Да, извините, что я опережаю, я просто понимаю, о чем мысль. У меня есть такая дурацкая привычка, я когда сразу понимаю, что человек говорит, сразу спешу ответить. Это от усталости, извините, не дослушал. Так вот, понятно, что там не стоит задача взять Сумы, стоит задача создать буферную зону. Глубина, размер этой буферной зоны проблемная, поскольку проблематично, мы не знаем точно. Но поскольку Сумы, собственно говоря, стоят практически в буферной зоне, они рядом с границей, то город, конечно, является не просто прифронтовым, а фронтовым фактически, да, и можно только посочувствовать и помогать, если есть такая возможность, его жителям. Мы передаем поклон, привет и просьбу держаться. Но и там тяжело. То же самое Харькова касается севера Харьковской области, самого Харькова. Сегодня по нему были тяжелейшие удары, сегодня, вчера. И востока Харьковской области. Восток Харьковской области – это вообще такая интересная штука вместе с севером. Россияне все пытаются сомкнуть плацдарм или лишить возможности маневрировать украинским войскам из Харькова на Купинск. Через стык вот этого клина, который они с севера, полосы, с которой они с севера Харьковской области обеспечивают, и с востока. Их задача замкнуться в районе водохранилища, которое они недавно разбомбили дамбу, чтобы не было переправы. Это ключевая задача, потому что это решение в другой задаче. Это формирующая операция, Купинская операция, которая, в свою очередь, является формирующей для Славянска и Краматорска, и где-то даже для Запорожска. Вот. Они решают эту задачу, но силы средств же не немерено, поэтому решается все очень медленно. Но, заметьте, российское командование не оставляет там усилий. А если будет взят север и восток,
Харьковской области, то они на юг пойдут Харьковской области, замыкая Харьков в полукольцо и создавая условия для прикрытия захваченной в будущем, как они считают, Донецкой области уже от харьковской группировки. В ВСУ, который, возможно, быть Харьков, это крупнейший по-прежнему промышленный, военный и логистический центр. И этот сам. Поэтому они справедливо хотят прикрыть уже захваченную Донецкую область. Справедливо не в моральном отношении, а в техническом. А, например, от Харькова создают там буферную зону. Ну и заодно создают условия для возможного захвата Харькова, если будет вторая война или это продолжится долго. Вот так вот надо это понимать в основном. Надо сразу сказать, что давно не забыт, незаслуженно не упоминается Херсон, по крайней мере нами. В Херсонской области на границе там идет война за острова. Война достаточно насыщенная. О ней редко говорят, но это ежедневные схватки малых групп. Война артиллерии, авиации, дронов. Гибнут там десятки людей с обеих сторон. Херсон. По Херсону наносятся удары регулярно, гибнут мирные жители. Был инцидент с этим празднованием Нового года в этом селе, когда по заявлениям российской стороны погибло 27 мирных жителей, включая детей. Украина не считает так. Она лично заявляет, что там были российские военные во время этого удара. Это один из многочисленных больших кровавых знаков вопроса этой войны, из которого стекает кровь. Но в любом случае мы сочувствуем мирным жителям, если они там погибли. Да, поэтому это еще предстоит разбирательство. Но сам этот удар показывает, что это не менее интенсивное направление, не популярное и не самое главное, но это такая же тяжелая кровавая война, где страдают мирные, где гибнут военные. Поэтому мы выделим это тоже сегодня специально, что нет, вот есть три главных направления, мы, значит, остальные не упоминаем, упоминаем. Помним про Херсон, я помню про херсонцев, да. Посылаю лучики поддержки, да, и мы помним, что военные там тоже не греются на заваленке, там идут сложнейшие бои на лодках, острова, вот эти 5-е, 10-е и так далее. Но могу сказать, что по отношению к остальным направлениям, несмотря на всю интенсивность и кровавость, это все-таки второстепенно. И любителей в наших чатах, когда же возьмут Одессу и Николаев, сразу могу сказать, не скоро. Ну, Если опять-таки, вообще... вы Да. же понимаете, там все скоро и не скоро, особенно в течение времени. Ну, кто подумал, что 4 года это все будет длиться? Вот мы заходим в 26-й год, вот он начинается. 4 года. Ну, И елки. ваш покорный слуга обмолвился в апреле 22-го, что будет до 35-го, все попадали в обморок. Угу. И кричали, что давайте 2-3 недели. После этого все дружно меня обвиняют в том, что я говорю про 2-3 недели, говорил. А то, что я сказал до 35-го, почему-то уже не хотят упоминать. Ну, это особая память у людей. У людей особая память. Надо когда-нибудь поставить памятник особой памяти. Хотя бы бюст покрасивше. Ну и, конечно, люди, опять нужно тоже учитывать, все в плену вот этого телемарафона как символа. Он сегодня выползает... Как символ одноканального мышления и нежелания смотреть на картинку объемно. Да, вот выползает вот эта Ивановская, которая мовный омбудсмен, говорит, все, кто homo sapiens, ну типа человек разумный, те уже перешли на украинский язык. А тут вообще ж недолго, это ж интернет. Все быстренько нашли ее дочку, а дочка там тиктоки пилит и российских исполнителей. Ну, короче, вы понимаете? Ну, смотрите, вот, да. Нет, я просто основной вывод, знаете, хотел бы, вот это вот... Так получается обидно для действующего режима и уклада, что украинский язык становится пенсионерским каким-то, вот этим неинтересным, понимаете? Я вот о чем говорю, о тех носителях вот этих идей. Короче, таким, ну, чтобы мы понимаем друг друга, да, вот примерно по поколению. У Т1 такое, понимаете, специфическое. Да. Вроде как оно есть, и хорошо, и пускай поют, но хочется тянуться к чему-то новому, и дочка Ивановская это подтверждает. И на русском, получается, вражеском языке. Как Русенькин назвал. Проблема в том, что он не становится языком пенсионеров даже. Он становится языком душного официоза, комсомольцев. Поэтому это вот тип людей, которые, как Фарион покойная, поступала в партию в 89 году, и Забушка в 87-м, когда уже были первые свободные выборы, были уже другие партии и так далее. И этот самый Парубий в 90-м, по-моему, там формировал УСРЭДок и шел на выборы и так далее. Поэтому в 89-м, вернее, в 90-м он уже был ярым националистом. Поэтому русский же стал языком доверия, языком неофициальным, языком чего, когда люди, ну, понимают, что здесь сейчас не будет крика, хейта и сумасшествия. Смотрите, вот я грешным делом сегодня посмотрел интервью Тараса Цымбалюка.
который Холостяка? после «Холостяка». Значит, я очень глубоко отношусь с большим уважением к Тарасу, и мне нравится его позиция. Вот человек не боится хейта, он прямо признается, глядя в глаза, что мне там как бы мне все равно, из кого было выбирать из этих девушек. В конце я не нашел свою женщину, поэтому дальше мне было неинтересно. Как бы, да, я вот это очень грамотно отвечает на все вопросы. Но вдруг он заявляет такую вещь. Его обвиняют в том, что он снялся в клипе «Ленинград» когда-то. Мгм. Ленинграда по молодости. А второе, ему говорят, что он когда-то поставил рилс, где он отдыхал с компанией, играла русская музыка. И он говорит, я признаю эту ошибку. Не он ее ставил. Говорит, я признаю эту ошибку. Спустя 5 минут, он чуть ли не извиняется, спустя 5 минут он цитирует Тургенева. А в конце передачи, когда они встают и снимают микрофоны, они тут же переходят на русский язык. Теперь смотрите, у нас есть свидетельство, что 90% Верховной Рады говорит на русском языке. Ну, поверьте мне, я за 3 года в офисе президента непосредственно взаимодействую все время с Кабмином, например. Потому что заседание ТЦК шло, вернее, не ТЦК, это трехсторонняя контактная группа проходила в здании Кабмина. И бесконечно взаимодействую с силовиками, ни разу не слышал украинского языка. Прописью ни разу. Все говорят на русском. Но все же огромная страна старательно делает вид, что вот русские – это не гомо сапиенс. И мы следим за ходом мастей, за ходом этой глубокой украинской мысли, патриотической. Смотрите, они говорят, русские, вы же вообще не люди, вы финно-угорцы. И тут же следующая строчка, у них идет пост о том, что Финляндия показывает блестящий пример противостояния российской агрессии. А президент Финляндии Ступ наш лучший союзник. Они никогда не думали, как финны реагируют на вот эти пафосные заявления о том, что русские не люди, а всего лишь финны. Ну, Финляндия далеко, Алексей Николаевич. Ну, Ну, как что вы далеко? это? Ну, вот смотрите. Это пока до той Ну, Финляндии. это же вот, смотрите, страна, точнее, общественное мнение вот этими, не страной, а вот этими кучкой интеллектуальных патриотов формируется какое, что вот оно, ну вот мы, цедя губу, учим Трампа жить. Финнов не считаем людьми. А так начинаешь смотреть, есть такая страна Нигерия. Хорошая страна, нефти много. Отличная страна, там 5 нобелевских лауреатов. Сколько в Украине? Там работает киностудия, которая производит 400-600 фильмов в год, как раньше Советский Союз. Сколько в Украине? И какого качества? Там есть даже астрономические открытия и так далее по всем параметрам. Она на 7 голов выше Украины. Руанда, пережившая страшную гражданскую войну, где мотыгами и мачете забивали людей, давно оторвалась по всем показателям от Украины. Откуда столько пафоса? Финны вам не люди? Я знаете, что понял? Я понял, что вот эта война моей войной была первые 50 дней. Потому что когда воевала свобода против навалившегося на нее очень грязной и грубой силы, желающей силой поломать, это была война. А когда началась вот это вот, после отказа от Стамбульских соглашений, вот это вот, типа, мы сейчас всех победим, потому что русские достойны, они финны, они достойны только того, чтобы их сожрала акула, и давайте пописаем на российских павших солдат, как бы, да, и этот самый, их трупами выложим там, пусть на картинках, но этот самый. И вот это гомо сапиенсы давно перешли на украинский, вот это перестало быть моей войной. А чья это война тогда? Это война вот этой коррупционной мафии, которая на декорацию поставила украинский национализм, давно и прочно граничащий с нацизмом. Различие национализма и нацизма очень простое. Вот есть такой Зиев Жаботинский. Он националист, но он говорил, я восхищаюсь всеми другими нациями. Своей и другими. Пусть расцветают все цветы. Вот чем больше разнообразие среди народов людей, тем интереснее. И как это в конце концов, это Господне благо, да, и так далее. И вот этим бы интеллектуалам бы остановиться бы вовремя. Любите Украину сколько угодно, мы все ее любим. Чем больше украинской культуры, настоящего, там, образцов будет и так далее, тем мы все в этом больше заинтересованы.
а зачем, когда вы любите украинское, почему, вернее, вы не можете любить украинское, не плюнув финское или венгерское? Вот вы Мадяру рассказали уже, что командующими силами, что как финно-угорцы – это не люди, особенно угорцы, что это не гомо сапиенс. Раз русские финно-угорцы, то финно-угры, то значит это угры, это ж венгры, простите. И так далее. Ну ладно, там нехороший у нас, как этот Орбан, но ваш командующий силами беспилотных систем, он для вас хороший? Или только потому, что настоящий украинец? Количество людей. Один украинский ученый, очень известный, сказал недавно в приватной беседе, что он на ученом совете вдруг вот так очнулся, посмотрел на это все и говорит: я помню еще рассказы отца, как во время Сталина и Берия маститые академики с мировыми именами прятали глаза, когда хватали коллег, когда заводили какую-то линию. Но уже имея 15 лет непрерывных репрессий, каток, который просто перемалывали, находили в себе силы не поддерживать это словами. Да, молчали, но не поддерживали. Прятали глаза, молчали, стыдились, всю жизнь каялись. Ну что? Но молчали. Хотя бы не поддерживали. Он говорит: и я вдруг посмотрел на своих коллег, которые так кинулись, будучи академиками, докторами наук, кинулись защищать линию, которую проводит, прости господи, Институт национальной памяти, что как бы мне стало стыдно. Вроде же нет Сталина, понимаете? Другой, один мой знакомый, сказал недавно представителю одного европейского СМИ о том, что он, будучи действующим военнослужащим сил, ну, как это, вооруженных сил Украины, поймал себя 2 месяца назад, что он боится говорить в своей стране. Это человек, воюющий за страну на украинском языке. Вот его не упрекнешь, он такой украинец-украинец. Понимаете, да? И он говорит: я уже начинаю плохо понимать, за что я воюю. Он воюет с 2014 года непрерывно, вообще не прекращал воевать. И разрешите процитировать Илью Чудолому, украинского историка такого есть. Он по поводу заявления Алферова, который сегодня умудрился сказать, это выдающийся интеллектуал, это, напоминаю, глава Института национальной памяти, он сказал следующее, что да, мы Украина, мы нация жертвенная, но мы не жертвы. Вот такая, над этим еще долго будет рассуждать историк. Он Чудолом ему ответил. Он говорит: можно сколько угодно себе и окружающим твердить, что ты не жертва. Но если ты действуешь за запретами и проскрипциями, то есть расстрельными списками, что касается прошлого, ты жертва. Пока ты апеллируешь к беспредставного, безосновательного символического пафоса вместо работы с реальностью, как она есть, ты жертва. Пока ты не способен принять многогранную сложность себя и своего прошлого, ты жертва. Пока ты вычеркиваешь, а не дополняешь, ты жертва. Пока субъектность и ответственность за собственную историю подменяешь деколонизацией, дискуссией о делокализации, ты жертва. Пока ты иное душишь в себе, ты жертва. Пока экспансию вовне ты подменяешь агрессией в средине, ты жертва. И вот когда ты от уничтожения перейдешь к творению, и как это, и уйдешь... уничтожение и спотворение. Ну, искажение, да. Разрушение, искажение, да. Перейдешь и увидишь, подойдешь к зеркалу и увидишь там главного своего врага, тогда только получишь шанс стать творцом. А так ты жертва, просто не в меру агрессивная и пафосная. Вот это приговор идеологической политики, которую проводит насквозь сожженная, институализированная на высшем государственном уровне коррупции сообщество так называемых элиток, правящих Украиной. Все 30 лет, все 35 лет. И общественный договор заключался в том, что люди честно не выполняли законы и не платили налоги, не участвовал простой народ, как бы, да, честно веря в декорацию про плохую Россию, про ужасную, которая, конечно, плохая и ужасная, да, но тем не менее про хорошее ЕС и НАТО и так далее. То есть вешали декорацию, а за ней крали непрерывно. Народ разрешал красть, лишь бы вы нас не трогаете, и нам на нашем уровне разрешали красть. Сегодня декорация заляпана кровью. В стране 8 тысяч людей под санкциями, 30 тысяч, по некоторым данным, политзаключенных.
И перспектив, что это как-то исправится, нет? Людей насильно хватают на улицах, насильно обрекают на смерть. Если данные о 108-й бригаде теробороны, которые там насильно посылают на фронт, мы вообще перестали отличаться на этом участке от России. Все это залито неумеренным, ничем не обоснованным пафосом. Потому что Украина по всем показателям банкрот. Талантливые, умные люди и банкрот, страна банкрот. Поэтому, друзья мои, тут бы, ну, чем на соседа, чем на Мадуро пенять, надо посмотреть в зеркало, не кривали рожи. Понимаете? И еще раз говорю, народ нельзя упрекать за то, что он проседает под огромным тяжелым давлением коррупционной машины внутри, отменившей право, и агрессии снаружи. Народ нельзя обвинять в том, что он верит, потому что он не имеет альтернативных источников информации, либо они дискредитированы, и просто он не в состоянии им поверить. Голос слишком тихий, слишком дискредитированный, а там вот все эти кругом кричат громкоговорители. Народ нельзя поверить в то, что он сидит и смотрит деревенское телевидение с одним каналом, символически. Но те, кто продает это народу, дилеры общественного мнения, прекрасно зная, что они несут пургу и живут с коррупционных подачек, и затаптывая право людей говорить прежде всего на родном языке, ведь в англоязычной научной среде существует понятие, которое называется mother tongue. Язык, на котором тебе мама пела колыбельные. Когда людей выписывают из Homo sapiens за то, что они хотят говорить на языке своей матери, надо помнить, что язык матери – это язык любви. И никогда никакой другой язык, даже выученный в совершенстве, даже ставший вторым языком или заместивший собой первый, никогда не будет для человека языком любви. Он может быть языком интереса, языком любви, исходящий из тебя, но никогда не будет языком любви, который шел к тебе. Поэтому это лучший способ расчеловечивания насилия по вопросам языка, веры или шире самоидентификации. И именно этим организованным насилием Украина занимается, вот украинская коррупционная верхушка занимается в отношении прежде всего своих же граждан. Полностью подавив право, отменив его и так далее. И в этом причина наших бед, в этом причина войны, в этом причина продолжения войны, в этом причина неумелого ведения войны. Потому что когда вы подавляете собственных граждан, выписывая из Homo sapiens, нет надежды, что они вас защитят. Лягут косми на фронте и устоят. Это просто технически невозможно. Нет надежды, что она обеспечит гигантскую производительность труда. Украина только и держится на тех людях, которые сцепили зубы и говорили: ладно, после войны разберемся, а сейчас не время ссориться со своими, пусть они там гонят чепуху, но мы все равно сделаем ракету и запустим ее там куда-то. Или будем стоять на фронте. Но таких людей с каждым днем все меньше. Поэтому выход там же, где и вход. Чтобы решить все наши проблемы, от войны до позиционирования в мире, чтобы мы не вынуждены были на одно и то же нарушение международного права рассказывать, что Америка имеет право, Россия не может, нужно начать беречь самих себя и защищать самих себя. Потому что Украина может выжить только на одном условии – не вступление в НАТО и в ЕС, а когда здесь позволят расцветать всем цветам, когда мы будем восхищаться друг другом, когда мы будем беречь друг друга, позволять развиваться. И дело не в том, что русский язык заместит украинский или российская культура в ТикТоке заместит украинский, а дело в том, что вы сами уничтожаете украинский, сделав его грязной, заляпанной кровью и гноем марлей, через которую прекрасно видно, что, прикрываясь этими пафосными словами, вы крадете у народа огромные деньги у солдат и отправляете двушечку в Москву. И чем больше вы крадете, чем больше вас разоблачают, тем больше рассказов, что на русском не могут разговаривать Homo sapiens. Мозгов уже нет абсолютно. Русский – один из рабочих языков ООН. Вы не хотите с трибуны ООН, вы выступите, призвать не разговаривать на русском языке, а там, между прочим, в ООН обязательно документация ведется на русском языке. И заодно при ближайшем этом самом, если меня слушают журналисты, задайте президенту Финляндии вопрос, как он относится к тому, что Украина, которую он так поддерживает, финнов не считает Homo sapiens. Это да. Значит, считает генетическими уродами. Вот это будет интересно. Да, значит, друзья, пока мы тут с вами разговаривали, есть два повода для,
короткого комментария, подведем итоги опроса, и там несколько вопросов, как успеем. Значит, ну, во-первых, Илон Маск публикует у себя на странице, ну, опять, непонятно совсем, это шутка, не шутка. Ну, шутка, конечно, там, где Зеленский 500 миллионов должен. Да, вот это вот просит Зеленский 500 миллионов, там и про Путина, там, что у нас там сделка, и, в общем, ну, типа телефон конфискованный. Шутит Маск. Ну, опять-таки, в каждой шутке есть... Ну, шутка характерная очень, да? Доля шутки. И да, и вот вы знаете, Маск, конечно, издевается над Зеленским, это да. Но в украинских пабликах другие поводы для счастья и радости. Хексет выходит и говорит, мы там 3 ночи назад. Короче, программно, в принципе, он повторил то, что, с чего мы начинали наш сегодняшний эфир, что Америка идет теперь путем сдерживания, мол, смотрите, какие мы крутые, мы как бы компенсировали позор Афганистана и вообще как бы бойтесь нас. Но и укол же был в сторону России, мол, там ваша система ПВО, что-то она как-то не справилась, наши вертолеты летели, ну, в общем, как бы упомянул, да, кольнул в сторону Российской Федерации. То есть тоже ложится это все, укол в план вызова, ну, мол, типа, я смог, а давай ты там что можешь. Ну, вот это вот все, да, как бы полушарие наше, а что ваше. Как бы вызов в какой-то степени пацанский в сторону Путина, мол, давай предпринимай что-то. Да и в сторону Си тоже специфический вызов, безусловно. Ну, в общем, Хексет, конечно, отличился. Итоги опроса. Поимка, отправка в США и суд над Мадуро – это 13% супер СВО Трампа, обмен на Украину, 22% шоу договорняк с самим же Мадуро, 30% про нефть и предательство в Каракасе. Ну, опять-таки, предательство. Вот тоже, пока у нас был эфир, вышел сын Мадуро. Папа говорит, страна в надежных руках. Ну, короче, не переживай. Такой посыл тоже эмоциональный был. Ну и 35%, что это дно и похороны международного права. Вот такие итоги опроса. Алексей Николаевич, что скажете? Ожидаемо, честно говоря. Все это. Я вам скажу другое, что еще один, кстати, аргумент в пользу отсутствия договорника – это то, что Россия накануне венесуэльских дел успела заявить, что если Китай будет возвращать Тайвань, то она примкнет к Китаю. Это очень сильное заявление. Никаким договорником его не объяснить. Да, кстати. Да. Значит, поехали. Вопросы, уважаемые зрители. Всем большое спасибо, что пишете. В режиме Блиц как бы пробежимся и, в общем-то, ну, как бы, да, постараемся успеть как можно больше. Но всем большое спасибо за суперчаты, суперстикеры и, в принципе, да, за то, что подписываетесь и за то, что вот мы вместе. Каналы подсанкционные, что у Алексея, что у меня, поэтому нужен VPN, нужно поменять страну. В общем, вы все знаете, передайте другим. Спасибо большое за то, что смотрите. Поехали. Алексей, вы как эксперт по ИПСО и пропаганде, спрашивает пользователь-благодетель. Где был главный просчет в информационном обеспечении спецопераций для внешнего и отчасти внутреннего потребителя? Базовый нарратив обороны оказался неубедительным, что мгновенно свергнуло всю картину от примитивной схемы агрессор-жертва. Это привело к консолидации Запада и Украины. Почему в преддверии войны не был создан однозначный визуально подтвержденный казус белли уровня масштаба Бучи на территории Донбасса? Условный какой-то теракт, такой маленький материальный повод, но они абстрактные тезисы, мог бы кардинально изменить восприятие глобального большинства и оправдать даже полномасштабное вмешательство в их глазах. С точки зрения прагматики, это был просчет в планировании, нерешительность или осознанный отказ от самого мощного инструмента, который позже был эффективно использован, в том числе и вами против России? Вы ничего не понимаете в ИПСО. Вам рассказывают сказки, что ИПСО может заменить реальность и реальные административные решения стратегические. Нет, она только сопровождающая. Это является информационным обеспечением. А основными действиями является действие. Российская Федерация, Путин первый раз начал войска концентрировать в марте-апреле 2021 года на наших границах. Они были готовы к СВО уже, условно говоря, в конце апреля 2021. Тогда встреча с Байденом в Швейцарии отодвинула. Путин статью написал, что мы перегибаем в отношении Украины. Потом был ультиматум Рябикина, 97 НАТО на границе 97 года. Была, соответственно, конференция проведена. 21 декабря 2021 года
Лавров заявил о том, что вот ультиматум НАТО, давайте договариваться и так далее. Они провели такое количество мероприятий на высшем государственном уровне, что никакой ПСУ близко с ним сравниться не может. Это просто несопоставимые вещи. И поняли, что их не слышат на Западе. Их просто не слышат. Поэтому какой-то там теракт в сарае устраивать, как бы, когда Запад последовательно отказывался их слышать, ну, как бы, после того, как Путин уже и Лавров все уже и ПСО возможное провели, это было ни о чем. Они просто не стали тратить время на бесполезные вещи. Так, клуб зрителей в Телеграме, значит, ну, понятно, тут про Мадуро много дискуссий и обсуждений вопросов. Зачем, ну, давайте объясним, Елена спрашивает, зачем похищать и предъявлять обвинения супруге Мадуро? В чем смысл этого действия? Это по примеру Чаушеску. Нет, смотрите, я могу объяснить сразу, да, смотри, немножко погружался в эту тему. Мадуро – это водитель автобуса. Мадуро. Это просто хороший, мягкий парень, преемник Уго Чавеса. Причем там вокруг Уго Чавеса, там же как бы стальные были все, вот эти генералы, там было вообще кровище, ужас, как бы все ходили по строям в казарму, в туалет и так далее. И он выбирает водителя автобуса. Но его, собственно, супруга, которая сейчас тоже вместе с ним отбывает, она в свое время, там, в начале 90-х, в 90-х, по-моему, да, и, в общем, она адвокат Уго Чавеса, и она была с ним. Их называют гражданским мужем и женой. Нет, они там в 2019-м только засветило президентство, они поженились. Короче, вполне вероятно, что реально всем рулила она. Монстр, зубастый адвокат, очень такая хваткая женщина. У нее там 3 детей было, там браки какие-то но они это все провернули, и, судя по всему, там, ну, Мадуро сел за нее, ну, по большому счету. Всем рулило, так не бывает. Женщина не может держать сколь угодно жестко, не может держать страну, состоящую из правых военных и наркокартелей. Должен быть мужчина, быстро стреляющий рядом, который это все обеспечивает. И, судя по всему, Мадуро таким был. Поэтому, конечно, их взяли как пару, но я продолжу про Чаушеску. Угу. Елена Чаушеску неизвестно, какую роль сыграла в этих вещах, но расстреляли их вместе. Да. Потому что здесь же очень важный месседж посылают, то, ребята, это возмездие уже не на уровне как бы юриспруденции. Ответите семьей, как бы, да? А это показывает, что цена вопроса такова, ведь в международной политике не принято, и вообще даже в уголовной среде не принято трогать семьи во всех этих разборках силовых и так далее. Это считается вообще неприемлемо. Когда расстреливают женой, то это лишний раз показывает, что или там хватают женой, вне зависимости от степени реального участия, это показывает, что этот вопрос уже вышел за пределы общепринятых правил. Это для того, чтобы шокировать и напугать всех последующих. Ну, внутри Венесуэлы, да. Конечно, потому что не только внутри Венесуэлы, в Колумбии, на Кубе, на Гренландии. Он скажет, ребята, смотрите, там же во время захвата чудовищные вещи случаются. Ну, мало ли, жена может пострадать-то. Ребро поломали там было. Да, ребро поломали. Вы подумайте. Поэтому, как бы, да, на будущее. Делается прививка, чтобы все остальные задумались. Так, поехали. Сообщество. Да, друзья, всем большое спасибо. Я очень благодарен за такие конструктивные, в том числе, вопросы. Вот Светлана пишет в клубе зрителей: Алексей Николаевич, подскажите, ну а что мы можем конкретно, да, вот как люди, как украинцы, сделать конструктивного и позитивного? Вот мы являемся частью того самого народа, о котором говорит Алексей, а можем влиять на ситуацию в позитивном ключе, и как можем помочь изменить эту ситуацию? Я бы берег себя и близких, и не сдавался не в смысле, что мы вернем границы 91 года, а в смысле не давал тьме победить в себе свет. И делился бы этим светом с окружающим, до кого можете дотянуться. Вот это главное, что может сделать рядовой человек сегодня. Он не в состоянии противостоять условному телемарафону, засилию силовиков, коррупционной машине, сумасшедшим диктаторам со всех сторон, которые внутренним и внешним, которые там бомбят, воюют, хватают, бьют. Но уж, по крайней мере, не лизоблюдничать, не лицемерить, не ронять себя и держать тот свет, пусть он даже маленький, который вы можете, это в ладошках. И делиться с другими, это вот любой человек может сделать. Как говорил Будда, когда его спросили, а чем может пожертвовать нищий человек без копейки, он может сказать, он может улыбнуться другому человеку. И эта жертва стоит жертвы, когда царь жертвует царство.
Поэтому, ну, как бы, держите свет, не сдавайтесь. Делитесь, если можете. Да, понеслась тут такие... Ну, в общем, разбирают статью Нью-Йорк Таймс, есть там такой Дэйв Трой, контекст. Короче, вплетают Россию. Еще раз. Американские СМИ, ну вот эта публика, да, которая против Трампа, они называют Россию виноватой в агрессии Трампа против Венесуэлы. И Гренландия уже там тоже. Уже как факт, понимаете? Они обвиняют в том, что это как бы Россия Трампа подталкивает к захватам стран, потому что это выгодно России. Ну, Трамп... это опять, смотрите, это та же история, что Трампом управляет Россия. Да. Это не Нью-Йорк Таймс, это газета демократов. Они очень, да, не комплиментарны Трампу. Вот у них самый страшный Путин, да, как бы, да, Россия, Трамп агент Краснов, завуалировано за этим и так далее, и так далее. Я против таких соображений, потому что, ну, что такое лишать человека, президента целой державы, да еще какой, США, свободы воли, как бы право на принятие решения. Поэтому, ну, если жители Белгород-Днестровского некоторые могут показать ТЦК машине, что они не правы, то уж Трамп позволит себе, может, самостоятельно принимать решения, а не потому, что Россия заставила. Кого она там заставила тогда? Так, значит, ну вот претензия от «Я, говорит, русский налогоплательщик», Алексей, пользователь пишет. Куда латиносы дели мои бабки на ПВО и почему ни одного выстрела? Потому что генералов купили и договорились. Ребята, вы же посмотрите трезвыми глазами. Вице-президент, вернее, уже правит страной. При том, что Трамп душа простая, он прямо сказал, мы будем править Венесуэлой, пока мы будем править Венесуэлой, пока все не стабилизируется. И тут же вице-президент, армия присягает вице-президенту. Там все было договорено. Я уже не знаю, какое количество охраны там сопротивлялось. Думаю, что двое, которые не доспали и забыли зайти за угол и получить там деньги. И думали, что они действительно защищают. А так все это просто купили, да и все. Вы же понимаете, главное Америка оружие – это паспорт и $3 миллиона. Не могу спокойно дать кому угодно. Мало кто может устоять в третьих странах против такого сочетания. Да, в любых сейчас, семьи, например, и так далее. Сейчас в любых странах, да, такого ну да, мало поэтому кто что-то там, ну, как бы никто там не собирался стрелять по американским самолетам, вертолетам, в принципе. Власти США и код для педофилов, пленки Эпштейна – это синонимы или антисемитский бензин? Венесуэла – попытка отвернуть внимание от файлов Эпштейна? Ну, какое отвернуть внимание от файлов Эпштейна, если Трамп сказал, что их печатаете, дал свое благословение полностью на это? Ну, куда? От кого они так там? они взяли и напечатали все закрашенные. Ну, докрашенные, потому что идет судебное разбирательство. То есть, они поскольку это общественно значимое дело, они часть материала реализовали, а до полного это надо решение суда. Поэтому, ну, как бы это время, все. Даже Мадуро будут, как вы сказали, судить по-настоящему в 27-м. Это все занимает время. Это про мельницы правосудия мелят медленно, но сколько дел MH17, вердиктов носили 11 лет. Ну, вынесут когда-нибудь, не переживайте. Алексей, доведется ли нам в этом году сравнивать крымскую операцию и гренландскую с референдумом? Возможно. С референдумом. Возможно, да. И все остальное. Знаете, что меня порадовало? Что часть особо ударенных, особо талантливых людей в патриотическом, не в украинском, а в патриотическом сегменте заявила следующее, что нельзя сравнивать операцию против Украины и против Венесуэлы, потому что в Венесуэле почти не пролилось капли крови, там, как бы, да, и так далее. Ну, один мой знакомый россиянин, он против Путина, но очень человек юморной, он сказал, так с этой точки зрения безупречная операция является крымская, там один погибший. Как бы, да, если это как бы является прецедентом, что так страны без крови захватывать можно, да, или менять там власть верховную, вот вам, пожалуйста, пример, это как это аргумент в пользу легитимизации захвата Крыма. Это, конечно... Философский вопрос. Добрый вечер. Алексей, многие украинские ораторы и некоторые представители стран коалиции желающих утверждают, что Украина уже одержала победу в войне с Россией, так как она не потеряла свою государственность. Украина, безусловно, сохранила свою государственность, и более того, она ее даже усилила за время этого военного конфликта, потому что, типа, государство с точки зрения марксизма, это прежде всего аппарат насилия в руках господствующего класса. Но, может быть, вся проблема заключается в том, что пока сохраняли государственность, страну успели потерять? Когда аппарат насилия не в состоянии выдерживать простые социальные обязательства, и даже типа пенсии, и даже оплачивать зарплату аппарату насилия, это все что угодно, но не государство. Украина сохранила государство, не сохранила государство и не усилила его, а раздула огромную массу силовиков и всякого рода коррупционеров.
на иностранном денежном и политическом влиянии. В этом смысле Украина пустая оболочка. И восстанавливать ее реальный суверенитет – это ой, какая большая проблема. В том числе реальный суверенитет перед бывшими спонсорами и союзниками и, возможно, будущим. Это необходимая часть восстановления суверенитета. Уметь сказать Америке, Америка нет. Здесь да, а тут нет. Но что касается победы в войне, я бы сказал, что обе стороны, как бы война не закончилась, объявят это своей победой. А что касается лишения Украины государственности, у Путина никогда не было таких планов. Они хотели посадить лояльное правительство, обеспечив кризис соответствующий политический в стране, или это физический арест Зеленского, но не лишать Украины государственности. Даже если бы они вернули Януковича, он бы был бы президентом формально независимой Украины. Никакое лишение государственности речи не шло. Поэтому, друзья мои, ну хватит повторять сказки. Путин хочет захватить всю Украину, хотел лишить ее государственности, хотел уничтожить украинский народ. Я просто не буду отвечать на эти вопросы. Вот вы меня увольте просто от этого, хорошо? Да, значит, почему ушел Малюк, спрашивает Ника. Ну вот почему он Потому ушел? что не ушел, а потому что Зеленский его уволил, потому что он не захотел противодействовать НАБУ и САПу. То есть однозначно занять позицию силового подавления усилий НАБУ и САП. Так. Но это не потому, что он такой благородный, а потому что ему страшно вытасоваться. Вот и все. Было. Значит, пойдем в чаты. Друзья, все вопросы, ну, это, во-первых, куча поздравлений с Новым годом. Вас тоже с Новым годом. Взаимно, с Рождеством С Рождеством наступающим. Мы очень рады и действительно признательны. Вопросов действительно много. Я так пытаюсь как бы немножко грани разные подсветить. Ну, много очень похожих, потому что, ну, я думаю, что тема с Мадурой, перестановками кроватей у Зеленского, ну, это такие две ключевые темы. Я понимаю, что не хочется просто повторяться, но всем большое спасибо, что пишете. Значит, что для вас национализм здорового человека и был ли он когда-то в истории Украины? Национализма здорового не бывает. Бывает патриотизм здоровый, когда да, любят свою. Это естественно для человека любить свою родину, свою культуру, своих знакомых и так далее. Я, например, очень не люблю украинскую коррупционную систему, но очень люблю украинцев, своих друзей, живущих в Украине, саму Украину и так далее. Это же тоже разные вещи очень. А национализм не бывает здоровым, и при малейших благоприятных условиях, которые на самом деле неблагоприятные, он тут же вырождается в нацизм. Потому что наша нация лучше всех, но не просто лучше всех, а ценой подавления всех остальных наций. Мы сегодня об этом много говорили. Поэтому не ждите здорового национализма, не бывает здорового национализма. Национализм – это одно из самых печальных заблуждений человечества. Почему разведки России и Китая не предупредили Мадуро об операции? Ничего не знали? Ну, потому что высокий уровень секретности, наверное, сохранили. А даже если знали, о чем предупреждать? Ну, он слинял в бункер, он где-то там окружил себя охраной. А что он должен был сделать? Сбежать из страны? Как бы, да. Его, может, и предупредили, но проблема в том, что, скорее всего, из его 20 телохранителей 25 стучали в ЦРУ аж бегом. Поэтому, да, если и вице-президент, который точно знал, где находится Мадуро, точно стучал. Поэтому, ну, даже если предупредили, то, может, китайский представитель его как раз и предупредил. Предупредить и реально защититься – это очень разное. Быть предупрежденным и реально защититься – это очень разные вещи. Значит, так. Продолжаем. Все, конечно, много очень пишут люди о том, что вопросы, да, такие, что будет ли такая участь у Зеленского? Попробует Путин провернуть нечто подобное? В отношении Зеленского он пробовал это в 2022 году. И как? Вам понравилось? Можно погулять в лесах вокруг Гостомеля. Там очень много свидетельств успеха российской стратегии. А так, да, у них мы находили в одного полковника, начальника штаба одного из парашютно-десантных полков ВДВ, по-моему, российского нашли заготовку, как это, трафарет приказа, шаблон приказа, где он должен был выставить, его солдаты должны были занять посты возле Кабмина Верховной Рады и Офиса Президента уже к 18:30 24 февраля. То есть они за сутки надеялись это быстро все решить. Я им скажу, что вторая же волна десанта планировалась на родину-мать туда и с разбитием наступления на Печерск. То есть там такая была история. Ну, планов было, в общем, как с Мадуро, а получилось так, как получилось.
Мгм. Значит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Украинцы, которые выехали за границу, какова их судьба? Будут ли предпринимать меры по возвращению домой? Какие варианты возможны? Ну, это зависит от того стратегии судьбы, которую выберет Украина. Если она будет привлекательной для людей вернуться, если она будет такая же, как сейчас, уедут еще те, которые не выехали, включая военных, сражавшихся за Украину. Так, пане Олексію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи доречно проводити паралель сучасності з революцією 17-21 років, тоді, коли скинули Скоропадського? Яка доля України в найближчі декілька тижнів? Все одно людей не відпускають, видите, вот эта история. Давайте я скажу, и не должна отпускать. Давайте я вам скажу так. Вот у нас недавно был скандал, когда там добровольцы обвиняли бумажных генералов после интервью Муженко. Там, третий корпус начал пениться, и третья бригада начал рассказывать, что Муженко, ты бумажный генерал, там и пятое, десятое. А теперь давайте я вам назову фразу, а вы скажете, на что это похоже. Значит, махновцы обвиняют бумажных гетьманских генералов, а тем временем русские взяли Гуляйполе. Хорошо, что это первый раз в нашей истории, да, и мы можно успеть извлечь уроки. Да. Так, значит, если следующая операция в Иране, что с глобальным югом? Таймс писали о том, что Хаменеи в Москву. Помните? Понимаете, да, если вот в Иране уже который год там массовые беспорядки, и все кажется, что слетит правительство, ну, вот Натаньяху съездил, получил вроде добро, вроде как бить и так далее, ну, допустим, снимут иранское правительство, это колоссальное, и там приходит оппозиция к власти, он сразу будет иметь прозападный характер. И это означает колоссальные изменения на глобальном юге, фундаментальнейшие изменения на глобальном юге, такие, масштаб которых, ну резкая роль Индии, резкая роль Саудовской Аравии, усиление роли Саудовской Аравии, резкое ослабление Турции, Китая, Пакистана. Это фундаментальная вещь. Ну, не в Турции, Китая, а их позиции на этом самом Китае вообще да, грандиозные проблемы начнутся. Кстати, к вопросу. Ираном могут серьезно заняться, потому что основные источники нефти для Китая – это Венесуэла и Иран. А теперь смотрите, венесуэльская нефть не идет, а если иранская не пойдет, у Китая начнется очень большой гаплык. Поэтому, когда американцы говорят, наш основной противник Китай, к этому надо относиться максимально серьезно. Это не значит, что они просто будут обмениваться гонкой вооружения, они будут действовать, и они уже действуют. Так что да, Иран может очень серьезно сейчас огрести, вплоть до смены режима, какие-то короткие сроки, и тогда я не знаю, на что Китаю надеяться. Но, с другой стороны, это Китай очень сильно толкнет в сторону России, потому что это останется единственным источником нефти и газа для растущей китайской экономики. Ну, то есть такая история. Да. А когда России сделают недвусмысленное предложение, и вот Китай вполне может влететь в изоляцию. Ну, будем посмотреть. Игра максимально серьезная. Максимально серьезная. Ирану можно было бы и приготовиться. Значит, да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшние вопросы. Ну, смотрите, много таких моментов там. Ну, кстати, очень интересно там выглядит, например, вот пишет человек, я бывший российский солдат, списан по ранению. Считаю, что мы с украинцами братья, просто нас стравили. Ну, вот такой человек пишет в чате. Я не считаю, что... Ну, давайте избежим слова «братья», но добрые соседи и символическое единство у нас точно есть, историческое в значительной степени. Поэтому то, что нас стравили, я 1000 раз говорил, и говорил, что нас наняли как индейцев воевать друг с другом. Это колоссальная ошибка. Да, друзья, всем большое спасибо. Ну, вообще очень интересно закручивается год, он только начался. Мне, в принципе, помните... 22-й такой же был, да? Вот это вот Казахстан, все как-то так... Иран, самолет сбили по ошибке украинский. Могу сказать, что годик будет такой, что 25-й это детский сад, 6-я ясельная группа по совместительству. Близко не сравнится. И будет это в кратчайшие сроки. Я думаю, уже в феврале будет очень крупное потрясение в очень разных местах. Поэтому всех призываю следить за нашими прямыми эфирами. Обсуждаем все, как говорится, как есть, все вживую на канале Алексея Арестовича. Подписывайтесь, пожалуйста, на канале Александра Шелеста тоже подписывайтесь. Давайте не теряться, будем на связи. Всех еще раз с Новым годом. Не очень хорошая, конечно, весть. И, ну, хочется, конечно, да, всем наобещать, что
вот мир 15 января, что сейчас все образумится, денег Это, дадут. знаете, Саша, это неправильная позиция. Людям надо не обещать мир не снаружи, а призывать к миру внутри. Я повторю, что держите свой огонек и по возможности делитесь с другими. Всех со всеми праздниками новогодними, еще раз, и добра и света. Внутри, Да, добра и света. наружу. Я Да. думаю, что все-таки здравый смысл и свет победит. Пока вы, уважаемая аудитория, есть на таких стримах и вот на наших каналах и слушаете Да, и у думаете. Бога в этом мире нет других рук, кроме нашего. Или мы друг другу принесем свет, или его неоткуда будет взять. Друзья, всем большое спасибо еще раз. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Спасибо, Саш, большое. Всем доброй ночи. Увидимся обязательно. До скорого.